Короче, есть красавчики. Есть доли. Здорово, здоров, ребят. Ну что, мы продолжаем проходить сегодня Red Dead Redemption 2. Миссии будем проходить сюжетные, ну и побочные, естественно, тоже. Поехали. Так, ставим на полный экран. Игра у нас только так в OBS сворачивается. Сначала, короче, сделаем побочки, и потом мы продолжим уже делать все остальное. Там буквально основного сюжета, пару заданий пока светится. Я тут отметил. Подойдите сюда, купите мою книгу. Ну давай, допустим. Глядишь, может, карму добавит. Мы должны прочитать книгу. Ну давай, допустим. Привет, мистер. Здравствуй, друг. Ты хочешь разбогатеть? Ага, я возьму одну. $50. Дороговато. $50 за книгу? И это еще дешево. После этого ты захочешь дать мне еще 100. Ну ладно, давай. Для нас 50 баксов это херня какая. Ну-ну. Лучшая инвестиция в твоей жизни. Так быстро разбогатеть. И все? Короче, мусор какой-то очередной. Ладно. Хрен бы с ним. Там единственное, как можно, по-моему, в игре разбогатеть, это обносить трупы и выполнять задания, а не книжки читать. Не, ну, конечно, там возможно что-то очень крутое, но спасибо не надо. Погнали, короче, на побочку. Так, где-то тут наш художник, да? Наверное, надо... Нет, закрыто. Он, по-моему, на втором. По-моему, на втором этаже. Давай посмотрим. Ага. Я слышу, как ты дышишь. Ну, допустим. Как-то странно у нас Артусик прыгает по этим. Так, ну давай. Вот так вот зайдем. Нет, слушай. Блин. Что за Assassin's Creed пошел? Так. О, мне повезло, короче. Ау. Ну ладно. Ты покойник. Пошлите, спасите Шарля Шанте. Допустим. Остальные разбежались. Ну окей. Я и сам не знаю, зачем я это сделал. Потому что варварство это скучно, нет? Когда-то оно меня веселило. Тебе надо уходить, друг мой, пока не прибыли жандармы. Я надеюсь, ты позаботишься о его жене. Ты уже о ней позаботился. Отныне пташка свободна. Я художник, ковбой. Я повинуюсь своим чувствам. Послушай, я устраиваю выставку в галерее. Приходи посмотреть. Угу. Ну, у нас за художника будет несколько таких миссий. А вот этого чувака мы обносить не будем, на всякий случай, чтобы карму не терять. Я и так как бы его немножко завалил. Его, по-моему, и нельзя обносить. Короче, художник нас позвал на свою выставку, мы его спасли, и он по-моему, с бабой какой-то сексом занимался, и пришел ее муж, насколько я понимаю.
И он их спалил и хотел его прикончить. Но я этому рогатому челу ногу прострелил. Ну окей, ладно. Как говорится, что вышло, то вышло. По крайней мере, карма не упала, и слава богу. Скоро мы все уладим, обещаем. Салон кишит крысами. Мой бизнес стремительно катится в пропасть. Кто-то должен помочь мне от них избавиться. Я щедро заплачу, лишь бы дело было сделано. Принимаем. Я делал, кстати, эту побочку. Просто нужно зайти вот сюда и пострелять штук 10 крыс. Я подожду снаружи, короче. Окей. Найдите и убейте крыс в салоне. Что, закрыто? Может быть, другая дверь? Да, вот это. Где она? Первая. Вторая. Сейчас дым рассеется. Третья. Нет, по-моему, я ее не завалил. Это можно? Да, прекрасно. Нет, надо еще, короче, ему убить. Ну, давай порядки тут наведем. Где-то еще должны быть крысы. Крысы. Вот. Да. Шустрый. Они примерно по одной и той же траектории бегают. О, иногда даже останавливаются. Бейте этих тварей. Да запросто. Вернитесь к бармену. Я думаю, надо бы патронов прикупить, сбегать. Спасибо, мистер. Вот, держите. Вы честно это заработали. Я не таких тварей убивал. $13. Книжка дороже обошлась. Слушай, надо бы действительно сбегать и прикупить патронов, потому что они у меня, походу, уже скоро закончатся. Где бы это сделать? Где у нас оружие-то продается? Вот. Ну, тут как раз не очень далеко. Давай, оружейник. Потом на побочку пойдем. Придется тут прибраться, говорит. Но я ж, в принципе, там не особо-то все разнес. Стрелял только по полу. Интересно, может ли он что-то предъявить, если ты, допустим, действительно бы разнес у него пол это? Ну, допустим, динамит бы туда кинул толпу. И действительно разнес полбара. Так, оружейник. Здорово. Посмотреть каталог, да. Нас, по идее, только интересуют патроны для револьвера и больше как бы ничего. Ну, давай, боеприпасы. Пам-пам-пам. Ну да, действительно, кстати, у меня тут, по идее... Сразу уже все купить, что не достает. И потом вот, дробаша не хватает чуть-чуть. По-моему, у меня еще... А нет, слушай, все остальное есть. Все остальное с запасом. Я помню, что на винтовку несколько патронов как-то тратил. Остановил. Ну, нет, окей, все нормально. Thanks, мистер. Окей. Давай тогда. Пойдем мы к отцу, настоятелю. Погоди. Аккуратнее надо быть. Да, конечно. Давай мы сохранимся, короче. Сохранить. Ну вот, на второй слот. Потому что первый слот у нас переписывается всегда автоматически автосохранением.
приходится такими вещами заниматься, потому что на прошлом стриме я просто взял и просрал лошадь. Случайно совершенно. Плюс еще получил минус карме, в общем там полнейший замес начался, и из-за вот этого вот тупорылого сохранения, короче, которое не вовремя прошло, я и без лошади остался. И меня, получается, ну, чтобы все восстановить, короче, мне игра, получается, откинула где-то часа на 4 игрового процесса. Так что буду теперь сохраняться. Научено, спасибо. Так, давай. Сестра, это мой друг, мистер Морган. Сэр, брат Доркинс рассказал мне про ваш чудесный поступок. Он несет много всякой чепухи. Не обижайтесь, вовсе не обижаюсь, совсем. Эй, стой! Эти дети хуже всего. Нужно у этого чувака у нас изъять украденное распятие. Ну, это фигня, как бы. Надо просто пацана догнать, его там прессует мужичок. Задать вопрос. Я в порядке. Сделал мальчишка. Он меня грабил, куда направился, понятно. Пацана прессует вот где-то за этим поворотом. Вот, пожалуйста. Этого мужика конфликтовать. Мистер, оставьте парнишку в покое. А вам какое дело? Я бью намного сильнее вас, будьте уверены. Ладно, ну его. Жалко даже время тратить на такого засранца. Все, а распятие где-то здесь появляется. Все. Вот, в принципе, и вся побочка. Просто догнать пацана. Эй, составите вам компанию, мистер? Нет, точно? Эй, что, я вас знаю. Мистер Даунс. О нет, только не вы. Уходите. Но как, сейчас же, помогите. Помогите. Этот человек ко мне предстает. Помогите кто-нибудь. Шлюшиндра, короче, взяла и позвала ментов. Мне сейчас надо просто взять и где-нибудь спрятаться. Схорониться бы надо, чтобы менты не запасли меня. И лучше, наверное, все-таки удрать из города. По-моему, придется еще откупиться. Это стоит, по-моему, полтинник. Так, ладно, мужика не сбить. Это важно. Так, постоим прямо здесь. Пока ментов нет. Но если выбежать за этот перекресток, короче, то появляются менты сразу же. Вон там, по прямой. Пережидаем момент этот. В прошлый раз я просто... Вот он, мент. Появился. В прошлый раз я прямо удрал из города. Вот так даже еще лучше получится. Все, найдите сестру. Давай мы распятие отдадим, а потом выкуп за себя заплатим. Шатку позвать. Она что-то далеко куда-то спряталась. Ее так и потерять можно. Блин. А вот это не очень хорошо. Надо оббежать, короче. Чтобы ментов не агрить. Вот так вот примерно. Все, отдаем распятие. Мистер Морган, извините, пастор. Сестра, я принес у вас крест. Не может быть. Может. Я надеюсь, мальчик, с ним все в порядке. Но если в голове у него еще тот бардак, но кто я такой, чтобы судить? Брат Доркинс вас не ошибся. Вы поистине прекрасный человек. Брат Доркинс, боюсь, он сильно заблуждается, но я рад помочь, чем могу. Спасибо. Конечно, это просто вещь, но этот крест мне подарила мама, когда я стала послушницей, незадолго до своей смерти. Вы поистине прекрасный человек. Извините, пастор. Сестра. Всего вам хорошего. Прям нахваливают меня тут. Так, и теперь чего? Надо заплатить за себя выкуп. Награда. 5 долларов. Я думал 50, кстати. Но так еще дешевле, короче говоря. К даче мы пойдем в конце всех вот этих вот приключений некого рода. Но потом нам нужно двигать и выбивать долги. Польда Штрауса.
Вот на той миссии, короче, мне пуканты и поджарили. В виде потери лошади и так далее. Давай, добираемся сначала вот сюда. Чтобы меня менты особо не искали. Платим выкуп за себя. Блин, я его даже не заметил. Ну, в смысле, не задел его даже. А он уже мне пытался что-то предъявить. Там, кстати, и мент был. Мы, если бы начали драться, то я бы еще встрял на более количество большое денег. Толстгомер, как тут пусто и одиноко. Ну да, возможно. Билеты на поезд. Выплати штраф, давай. Заплатили. Хорош. Теперь. Давай, короче говоря, ломимся, Леопольд. Толстгомер, в чате так одиноко. Ну да, я про что-то что. По-моему, аудитория не собирается в 2 часа дня. Все в основном вечером как-то. О, а, кстати, где лошадь-то? А, вот. Нормуль. Такое бывает, то что тишина в чате, тишина на стриме. Так, давай сохранимся, короче говоря. Вот так. Вот так вот. Вам. Чтобы потом не переигрывать, короче говоря. Большие отрезки. Ну, поехали. Да, ты... Что за хрень? Что-то лошадь беснуется вообще. Я ненавижу людей. Просто так, я расист. Вы должны брать с меня пример. Что за мужик вообще? Расист в 1899 году. По-моему, люди не знали об этом. Хотя, подожди. Там как раз с неграми был прикол. Толстгомер, просто стримеров стало так много, что смотреть теперь некому. Ну да. Каждый... Воу-воу-воу-воу-воу. Каждый сейчас второй стримит, поэтому... Ну, зато есть выбор, в принципе. Толстгомер, одни стримеры кругом. Заводы стоят, одни стримеры в стране. Надо поднимать целину, а некому. Все на стриме. Надо было лошадку почистить. Запылилась маленько. Вместо чистокровной белецы у меня какая-то запыленная лошадь. А где там? Вот так. Давай. Напидорим лошадку. Готово. По-моему, как раз... А, нет. Я только взял у Штрауса задание, и сразу же, короче, у меня тут косяки понеслись. Там я бабу на повороте, по-моему, просрал. Потом, после изъятия долга, на меня тоже наехали сразу же. Банда какая-то. Все, я вспомнил. Красота-то все-таки какая, да? Сколько раз не оглядываешься? Кто-нибудь, помогите. Ну давай, его грызанули, что ли? Стой, мужик, давай. Кто-то вломился на наш дом. Я ушел, но они схватили мою жену. Пожалуйста, мистер, сделайте что-нибудь. Толстгомер, я знаю, где достать сокровища в РДР-2. А я уже все собрал. На болотах у самой воды стоит хижина. Ладно, иди попробуй найди законников. Я сделаю все, что смогу. Я все сокровища собрал, кроме одного. Там где-то в 8-12 местах нужно взять карту, короче. То ли купить у кого-то, то ли отжать, дав кому-то по ебальнику. Вот. И там за это сокровище, оно находится за водопадом. Там собираешь 1,5 штуки. Я, короче, не стал его брать, денег и так достаточно. Все, что надо, если я как прокачал, купил, как бы. Не вижу смысла. Толстгомер, еще в пещере есть. В пещере брал. Еще есть там, где 4 статуи. Ты брал? Собирал там, где 4 статуи? Надо поочередно кнопочки нажимать.
Пещера, паровоз, вот там, где статуи. Что еще? А, ну еще в сгоревшем городе, в этом, в комнатушке шерифа. Кстати, мне тут недалеко. Толгамер. Денег много не бывает. Согласен, согласен. Много не... А почему? Почему мне здесь? Ну ладно. По-моему, возле дома прямо. Да, возле моего дома, кажется, задание. Толгамер. Я все сокровищ в игре собирал. Я говорю то, что я собрал почти все, кроме одного. Такой красавицы я буду убивать не спеша. Так, окей. Пелочку тут насилую, походу. Лайкосик, друг. Здорово, доброджек. А давай-ка мы вот так сделаем. Стими Гайд написал на эту тему. Ну и вот. Блин, ты еще живой? Да, Нормально. Влад Павлов. Привет, как дела? Здорово, да, Влад. Уведомление стрима только через 20 минут пришло. Ну, это привет нашему ютубу. У него такое бывает. У кого-то уведомления приходят вообще, блин, через сутки только. Так что тебе еще, чувак, походу повезло. Вы не развяжете эти веревки. Давай, развяжем. Простите, что вам пришлось столько ждать. Слава богу, вы появились как раз вовремя. Да, телку чуть не оприходовали. 2 здоровенных нигерских смычка. Вы спасли мою честь. Господи, ну и заварушка. Пожалуйста, уберите их отсюда. Мне противно к ним прикасаться. Я не хочу, чтобы они гнили в моем доме. Давай, берем, мы их шмонать не будем. Денег и так полно. Можно, в принципе, угорнуть, как бы, просто с окошка выкинуть и все. Ни хрена, да, походу? Да, было бы прикольно, кстати, их прямо и так вот и утилизировать. Но можно, по-моему, через эту дверь их в озеро выкинуть. Да, можно, давай так. Баба пойдет посуду мыть и обрадуется. Я думаю, она будет счастлива. Последний. Да я знаю то, что их 2. Спасибо. Ну, плюс карме за это задание, почему бы нет? Ну, хоть в текстурах не повис, спасибо и на том. Надо еще с ним поговорить. Я спрятала деньги вот в тот мешок, их немного, но все равно возьмите. Угу. То есть и плюс карме за такое, вот, в принципе, незрачное задание, еще и денег отвалят. Спасибо, прям. А где? Какой мешок? А, вот. Осмотреть мешок. Спасибо, мой ангел-хранитель. $50. Ну, то есть мы, короче говоря, бесполезную книжку отыграли. Ну и норм. Почему бы нет? Плюс полтинник. Давай-ка, наверное, на этой положительной ноте я все-таки сохранюсь еще раз. Потому что сейчас очень странное задание в плане кармы будет. Куча бандосов просто так тебя прессуют, как бы, ни за что. Все, поехали. Где у нас там? Так. Надо, короче, аккуратненько пробраться. Не утопить лошадь. Вот так, по-моему. Дом, короче, странно у нас стоит прямо на болотах. В прошлый раз я тут лошадь чуть не утопил. Ну, лошадь по скрипту ускакала, короче, ей только голову чуть не скрыла, как бы. Лошади было по шее. А я чуть не подох. Но она меня скинула из-за того, что тут был крокодил. Вот два их даже. Вот так как лошадь прокачанная, она, короче говоря, не должна бунтовать. Что-то ее сносит, как бы. Так, все. Иду по ровному мосту, а лошадь в сторону ведет. У меня, кстати, когда я эту женщину спасал, этот дом начал гореть и произошел баг, что я развязал ее и прям посадил на полыхающую кровать. И минус карма. Ну ни хрена приключения. А как ты дом-то подпалил? Ты разбил какую-то лампу, что ли, или что? Не, ну забавно. Забавно.
Вот о чем я и говорю, то что, в принципе, даже каждое задание можно пройти разными путями, и всегда будет какой-то интересный, скажем так, интересное развитие событий. Жаль, конечно, твою карму, но что поделать. Мистер Морган, давай. Все работаете, мистер Штраус? Чем занимаетесь? Пытаюсь привести дела в порядок перед отъездом. Итак, вы присоединитесь к нам на Таити. Меня больше привлекает Австралия. Тамошний народ близок к нам по духу. Много возможностей. Дач говорит, у нас будет скоро свое ранчо. Возможно. Но пока особых успехов на Неве скотоводства нет. Итак, мистер Морган, вы поможете мне закрыть счета? Кашель у Моргана. Это грязная работа. В Австралии нам понадобятся деньги. На скот и на провиант, я имею в виду. Что вас смущает? Прежде чем вы не гнушались, я не знаю. Ну, вот они. Некий рыбак по имени Дэвидсон, Л.Джи Дэвидсон, живет в доме Джексона. Это рядом со Скарлетт Медоуз. Рыбак. И это все. Наш с вами союз, короче говоря, он попросил пойти и нахлобучить рыбака. Кстати, по-моему, это не очень далеко. Не очень далеко. А нет, это далеко. Я помню, что пернул на лошади. А потом еще и очень долго бежал без лошади, но с седлом в руках. Ну, в общем, бред полнейший. А, вот тут он, бухой мужик валяется. Поехали. Я вот даже, наверное, и вот этот момент сохраню. Нет, давай сначала мы доедем. Доедем так, чтобы без приключений особо. Дорогу мне прописали. На обратке меня должны подстеречь какая-то банда. С нее-то весь замес и начался, когда меня откинули на 4 часа назад. Но всегда игровые события тут меняют местоположение. Поэтому я не знаю, может они сейчас даже могут напасть на меня. В этот раз просто попробую удрать. Как показывает практика, не получается у меня всех завалить. Потому что, как правило, банда нападает в таком месте, где тебе некуда спрятаться. Ну вот что, встанешь за какое-нибудь узенькое дерево, а толку-то от этого? Они все равно со всех сторон тебя шмаляют. Да, идет здоровый гад по местам. Блин, вот они и напали. Давай, 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 ну скачи. Почему лошадь встала? Че за хрень? О чем я и говорил. А прошлый раз у меня еще и лошадь сдохла. Минус 150 баксов. Нормально. Вот как? Как мне от них отбиться, когда едет телега, лошадь не скачет, едет телега впереди тебя и шмочет тебя с пулемета вообще. Бред какой-то. Ну и два чувака по сторонам стреляют. Вообще красота. Ладно, 150 долларов это не минус кобыла-то, так-то. Да, Влад Павлов. Да, там была лампа, и я в нее случайно попал. Угу. Потому что вот в основном в попадании в лампу начинается пожар. Потому что здесь каких-то зажигательных, кроме коктейля Молотов, я не видел. Но коктейлем Молотова можно только специально воспользоваться. Так, давай что-нибудь присущественнее, наверное, сожрем, вот типа того. Жареную свининки. Свининки захотелось. Ну, что могу сказать? Такое, да, такое бывает. Вот видишь, допустим, на меня сейчас напали и убили за 2 секунды просто. Лошадь просто перестала двигаться. Она начала тупить специально, чтобы тебя замочили. Минус 150 долларов, но хотя бы кобылу не грохнули. Это уже радует. Видимо, какие-то задания тут по скрипту должно с тобой что-то в определенном, ну, что-то происходить, явно не в твою пользу. Эй, с какого перепугу вы шастаете по моей земле? Давай.
Помните, вы брали ссуду, мистер Дэвидсон? Так вот, скоро срок давно истек. Я пришел за деньгами. Так я сразу не догадался. Все у шакала одинаковые. Будут вам деньги. Все до последнего цента. Пойдемте в дом. Пошли. Черт, я вам даже налью. Выпьем за то, что больше никогда он с вами не видится. Он, по-моему, обосранный. Или штаны сырые. Не знаю. Меня одолевает нестерпимая жажда. А вас? Или вы уже в стельку, потому что только так и можете выполнять свою работу? О, я люблю работать на трезвую голову. Раз вы мои деньги забираете, тогда уж и выпейте со мной. С вашей стороны это было бы невежливо отказываться. Давайте сначала уладим вопрос с деньгами, а о вежливости подумаем потом. Этот мудила на нас нападет сейчас. Лучше бы я рыбачил. С таким же успехом вы можете и дома рыбачить. Все, пойдемте за деньгами. Я быстрее идти не могу. Пап, ты уже вернулся? Тут со мной один человек. Так, подожди. Ну чего ты стоишь? Налей нам выпить. Тебе мало? Не возражай мне, сопляк, делай, что велено, а я достану наши сбережения. Сбережения? Под раковиной? Да, самое лучшее место, но там, где наша выпивка. Вон там нож валяется. Все готово. Вот, я налил. А, еще пырнет. Вот, это наше сбережение. Иди забери. Сколько я должен? Давай драться. Я тебе башку, говорит, отрежу. На урыло. И все, что ли? Он сразу слег? Добиваем. Ногой в ебучку. Поищите в доме долг. Долг. Пацан знает, где долг. Пацан сидит вот в этой комнате, по-моему. Нет, это вообще на улице дверь. Не здесь пацан. Пацан вот тут. Под кроватью. Задать вопрос. Не будем конфликтовать. Чего я хочу-то это когда свалить? Но без денег я отсюда не уйду. У меня в сундуке есть немного. Я там их прятал от него. Смотрим сундук. Забираем должок. Хорош. Долг возвращен. Ну, раз долг уплачен, значит, все, валим отсюда. Так, где у нас кобылка-то? Кобылка! Подождем эту глупую ложь, которая застревает у нас в физических объектах периодически. Так, для начала надо бы сохраниться. Потому что сейчас опять могут напасть. Вот тут. Надо ли эти бабки возвращать именно на базу? Страусу тащить или нет? Я не знаю. Давай посмотрим. Не надо, походу. Ну, либо это потом появится. Деньги же не могут 4 раза перенестись прямо в руки, отдавая, а на 5-й раз автоматически. Такого не бывает. Давай, к Мэри Бет, короче, скачем. Сюжетные миссии пошли. Лошадь постоянно срет. А, я ее не кормлю столько, чтобы она так гадила. Видимо, по скрипту она, короче говоря, разрабами прописана, что лошадь должна срать каждые 5 минут. Вот здесь вот на меня напали. Теперь никого. Отлично. Ну, как говорится, и слава богу. Там какой-то мужик. А, это наши. Не знаю, что так далеко охрана-то стоит от дома. Чтобы по реке кто-то не подошел к нам, я не понимаю. Если это река вообще.
Скорее бы кто-нибудь пришел. Надоело сидеть в этой чертовой заплесневелой помойке. Наверное, что-то там я не успел прочитать. А нет, слушай, это не была не наша охрана. Ленни. Ленни. А что это за чё? Опять Ленни. Он, походу, телепортируется. Угарно. Так. Давай. Общак лагеря 1,5 штуки. Ну и чё вы жалуетесь? Денег всем по-любому хватает. Провизия все есть. Так, вот это Мэри Бет. Мэри Бет, давай поздороваемся. Здравствуй, Мэри Бет. Как поживаешь, Артур? Неплохо. А ты? Я в порядке, я думаю. Это было целое приключение, но мы все еще живы. Значит, ты не жалеешь? Не жалею о чем? О том, что вступила в этот отряд безумцев. Если у девушки нет средств к существованию, жить очень страшно. Вы, парни, обо мне заботитесь. Прежде до меня никому не было дела. Жилось мне тяжело, Артур. С тех пор, как мама умерла от тифа, это было давно. Ого. Что насчет тебя? Я слышала, ты встретил эту девушку, Мэри. Да. И заставила меня задуматься, как мы разошлись. Еще тогда. Почему вы разошлись? Она недостаточно сильно меня любила, наверное. Или я не хотел меняться. Ну, значит, она была дурой, Артур. Большую часть своих юных лет она потратила на бандита, разумеется, она дура. В этих книгах жизнь так проста, но на самом-то деле ничего в ней не понятно. Мистер Морган, у нас проблема. Большая проблема. Тилли. Что, ее увели? Братья Форманы, с которыми она раньше водилась. Идем. Братья Форманы? Что они тут делают? Ну, я не знаю, что они делали тут раньше. Но могу сказать, чем они будут заниматься в ближайшем будущем. Умирать. Ну, может быть, еще кого-нибудь позовем? Мы с тобой вдвоем управимся, Артур. Куда мы направляемся? Расскажу по пути. Просто езжай вперед. Зашибись, мы еще с пенсионеркой людей не убивали. Так, поезжай в Роудс, да побыстрее. Она в Роудсе? Нет, она в доме Редли. Это к западу от него. Откуда вы знаете? Когда мы только туда приехали, она испугалась, что наш лагерь находится рядом с домом, в котором раньше останавливались банда, в которой она водилась. Вы сказали об этом даче? Нет, она мне это рассказала по секрету. Я не думала, что из этого возникнут проблемы. А сейчас они возникли. О, да. А зачем она им вообще сдалась? Кажется, один из Форманов приставал к ней в Валентайне. Да, они, наверное, проследили за нами до сюда. Ты разве не знаешь, что произошло? Она убила одного из них из-за дела, но они, разумеется, так не считают. Тилли? Да, юная Тилли Джексон не так мила и невинна, как тебе кажется. Но, повторяю, она ведь защищалась. А сразу после этого она сбежала и присоединилась к нам. Надеюсь, мы успеем ее найти. Это недалеко. И если с ее головы хоть упадет один волос, я этим гадам кишки выпищу. Я вижу, она вам точно очень дорогая, мисс Гримшоу. Разумеется, и вы все дураки тоже. Дэниел Станкевичус. Привет, первый раз проходишь. Привет. Нет, не первый раз. До этого я проходил ее где-то примерно года 2 или 3 назад. Ну, где-то в 2019 году я ее проходил. На 4-й плойке. Сейчас вот на компе. Почему бы не пройти еще раз хорошую игру? С интересным сюжетом. Клянусь, половина из вас сгниет в собственном дерьме, если дать вам волю. Несомненно. Но я не знаю, сначала Джек, теперь Тилли. Это плохо, Артур? Все, натрещались? Теперь можно ехать. Слушай, похищение не вчера придумали. Иногда так бывает. Черт подери, тебя же саму похищали. Ну да, но от этого не легче. Мы вернем их обоих. Подожди, речь же шла только об одной бабе. В общем, едем спасать Прошманде одну, которая попала.
Причем я помню, что это за баба, которую мы в самом-самом начале везли на повозке в Валентайн. Но вот это вот Мэри Бет, что-то я вот... Имя знакомое, у меня плохая память на имена, имя знакомое, а как она сюжетно нам попадалась до этого, я что-то не могу вспомнить. Либо мы ее утащили... Да нет, вроде. Я просто думал, то, что это та, которую мы с дома в прологе утащили. Зимой когда. Но, по-моему, нет. Что за Мэри Бет, хрен его знает. Ну ладно, не суть. Это не очень важный сюжетный персонаж. У всех у них какие-то проблемы вечно. То у Мэри Бет, то у Тилли. Кажется, там охранник. Я с ним разберусь. Короче, пенсионерка у нас как шипокляк. Со стволами и так далее. Ну давай. Чё? Блин, надо вот именно в кружок заехать. Так у нас проблемы не решаются. Отлезла бы, как терминатор бы всех перешмаляла. Чего надо? Добрый сэр. Добрый день, сэр. Мы заблудились, и нам нужна Я помощь. тоже на плойке проходил год назад, сейчас еще раз перепрохожу, тоже на плойке. Еще где-то месяц назад я начал новую игру и не специально на первой главе перезаписал сейв, где было наиграно около 250 час. Хрена себе, 250 часов. Ну, я так понимаю, игра тебе очень, да, зашла. Потому что, как перфекционист, ее, если проходить, то она занимает 171 час. То есть ты прям решил досконально, да, походу, этот мирок изучить. Я поддерживаю такое рвение, потому что действительно мир интересен, он сам по себе живет, как бы, а ты просто в этом принимаешь участие. В этом плане Rockstar молодцы. Дэниел Станкевичус. Но я, слава богу, его сегодня восстановил через автосохранение, оказывается, он там был. А я тут на прошлом стриме, короче, просрал лошадь, и у меня сохранение прошло, меня в итоге, короче, где-то часа на 4, блин, откинули игрового процесса. Лошадь было не восстановить, арабский скакун, мать его, ну сам понимаешь, да? Которая, блин, полностью прокачана и так далее. И все, короче, я решил оставаться лучше с лошадью. Пусть потрачу побольше своего времени, но останусь с лошадью прокачанной, чем заново ее восстанавливать. Просто вот случайное событие, бандиты напали, и лошадь грохнули, и меня заодно. Как-то так. Нет, проваливайте. Я по вашему доброму лицу вижу, что при должном поощрении такой джентльмен, как вы, может проявить большое великодушие. Нет, проваливайте. Ну вот, вы это говорите, а я вижу, что вы не всерьез. Заигрывает? Я сказал. Ты сказал по свои последние слова. Угу. Шипокляк у нас мужика завалило забавно. Я не на 100% прощил, я прощил на 85.7% без достижений и всяких собираний. Угу. Но там, по-моему, я не знаю, только, наверное, маньяк может на 100% игру пройти, как бы. Потому что, ну, тут просто очень много мелочей, которые... Не знаю, есть ли смысл вообще, типа, собирать там сколько-то, 100 видов оружия, или сколько их там, да я даже не знаю, типа. Зачем просто? Ну, если можно куда прикольнее провести свое время. Ну, там, допустим, соберите все сокровища, соберите все пушки, соберите все травы, там, ну, камон, этим не очень интересно заниматься, ну, лично на мой взгляд. Дэниел Станкевичус. Ой, блин, не достижение, а испытание. Ну, я вот тоже на 100% я не собираюсь ее проходить, это, ну, правда будет, мне лично не очень интересно. Достаточно сюжет, побочки какие-то, вот, допустим, мгновенные события в игре, вот это вот забавно. А собирать все травки, собирать там, я не знаю, все книги, все записки, это, по-моему, вообще очень жестко и неинтересно. Ну, типа, скучно. Поэтому, ну, вот там, знаешь, там, допустим, соберите 100 карточек от сигарет. Ну, нахрена этим заниматься? Это, блин, это очень много времени займет. Тем более надо знать, где их искать. Так, наша шипокляк завалила мужичка, пробив ему шею кортиком.
Давай-ка мы пистолетики-то схватим. Ну чё, вышибай дверь, ты ж старуха у нас, молодец. Денис Станкевичус. Я в РДР-2 люблю охотиться. А слушай, а мне наоборот вот особо охота не зашла. Потому что, ну, куры дорого не продашь. Я потом уже, когда снайперкой разжился, так постреливал животных. Ну просто, ну допустим, едешь, видишь какую-нибудь легендарку. Херак там ей, блин, с этого в бошку завалил, как бы шкуру содрал, окей, можно продать. Но опять же, со шкур много не наберешь. Охотиться, ну, не знаю, мне особо не зашла охота. Потому что это не особо выгодно. Ты можешь животное легендарное выслеживать очень долго. Оно также может еще и на тебя напасть в ответку, если это какой-нибудь легендарный крокодил или легендарный мишка. И завалить тебя нахрен, короче. Даже соль не в этом. Просто это не совсем окупаемо, так сказать, время с затратами. Вот и чего. Артур, скорее, возможно, они нас не слышали. Ну, конечно. Сейчас они точно нас не услышат. Бам. Есть кто живой? Они в других комнатах. Главное, чтобы нашу шипокляк не грохнули. Где-то здесь баба. Скорее всего, тут. Нет, слушай, бабы тут нет. Ну, в чем дело? Чего не целимся? Готов. Он почему-то при выбивании двери взял и убрал свои стволы. Все хорошо, мисс Стилли. Давай покинем это место. Я думала, я... Уже не важно, что вы думали. Спокойно. Ладно, поехали. Идемте, мисс. Спасибо вам обоим. Что произошло? Это все Энтони Форман. Он думает, что я его собственность. Я помню, где он. Ушел на охоту или вроде того. Раз ты проходил, ты знаешь, что после прохождения сюжета тебе дают 2000. Я, короче, их все спустил на одежду и покупку с апгрейдом всех оружий. У меня осталось 3800. Да ты транжира, батенька, я смотрю, да? Нет, я вот не помню, сколько там денег дают после основного сюжета, и там же, по-моему, эпилог еще. В игру плюс я не играл. Я, то есть, закончил сюжет, закончил эпилог, который, по мне, так лично очень сильно затянут, как бы. Просто 10 часов эпилога, это нахрена, как бы. Камон, чуваки. Вот. Я прошел эпилог, и все. На этом как бы мне этого хватило, короче. Я все, что надо, узнал, как бы все какие-то интересные мне задания я выполнил. Побочки там туда-сюда, сайд-квесты разные. Просто кататься по миру, как бы бесцельно не стал уже. Ну, не стал, правда. Потому что первый раз у меня игра, по-моему, заняла, если я не ошибаюсь, примерно часов 120. Ну, так чисто навскидку, потому что, ну, у нас же на плойке же не показывается, сколько часов ты отыграл. Так я особо не засекал, но примерно часов 100 я точно потратил. Ну, с переигрышами, там, знаешь, где-нибудь тебя подстрелят, убьют, приходится заново играть там и все такое. Вот. Одну лошадь, сколько часов ты, блин, просто едешь и натираешь, чтобы доверие повысить. Это уже тоже, блин, немножко подбешивает, когда 4-й левел ей поднимаешь. А так, я вот купил себе, даже в прошлой игре, вот я купил себе эти, как его, жилетку, купил себе штаны, купил себе рубашку и ботинки с этими, со шпорами. Мне вот этого достаточно. До конца игры вот я одежду как бы и не менял больше. Смысл? Ну, туда-сюда бегать, переодеваться. Не стал. Не, ну для забавы ради, знаешь, можно там просто съездить, всех коней купить все оружие, купить там все рубашки, чтобы что? Ну, чтобы что с ними делать? Просто поменять, посмотреть картинки. Это можно в магазине сделать. Не, ну, кому как. На вкус и цвет, короче, фломастеры разные, но я не стал таким заниматься. Ну, нескольких ребят мы перебили. Они вон там. Вот они, идем. Тилли, возьми оружие.
Стреляй в любого, кто подойдет. Не волнуйтесь, со мной все будет в порядке. Поймайте ублюдка. Но... Аппалуза. А чем мы занимаемся? Ага, Шапокляк у нас людей убивает, короче, на скаку. Дэниус Станкевичус. С РДР еще есть такой прилык, что после отдачи-то у тебя пропадает возможность сохраниться. С одной стороны, это тебе дает игру пройти на 100, а с другой иногда читы полезны. Так, с РДР еще есть такой прилог, что после ввода чита у тебя пропадает возможность сохраниться с одной стороны, это дает тебе игру пройти на 100%, а с другой иногда читы полезны. А я вообще читами не пользовался. Ну, как-то вот не любитель. У меня вот жена любит, короче говоря, взять и там, допустим, сломать Skyrim, ну или там, допустим, ввести чит, хлопнуть игру на артмане, как бы я вот вообще не пользуюсь никогда читами, кодами и так далее. Так, если знаешь, очень скучно было еще в детстве, я, ну типа в GTA там, give me танк, короче, просто на тебя танк падает, и ты разъебываешь весь город, ну полчаса вот так вот покатаешься, мне тоже неинтересно как бы становится. Ну, разваливать всех на изи, как бы, и все. Читами никогда не пользуюсь, коды не ввожу. Единственное, что Кинопредира. при Я прохождении... проснулся с крайней. Читаком в чате привет. Я сам читер. Единственное, что вот пользуюсь иногда QuickSave, QuickLoad, если я играю в эмулятор. Но я по открытому миру пофаниться, это прикольно. Вот этот вот я поддерживаю, потому что открытый мир тут интересно сделан. Не каждая игра, далеко не каждая игра может этим похвастаться. Таким настолько детализированным, интересно прокачанным миром, как бы. Просто вот Rockstar, походу, скрупулезно вот вообще сидели просто, ну, неудивительно. Игра 9 лет делалась. Или 8, там, я не помню. По-моему, 8, ну 8 или 9 лет. Наверное, лет 5 они просто потратили на этот, как его, на проработку мира, нахрен. Вот реально, очень много. Он также, в принципе, детализирован, как Skyrim, примерно так. Я считаю. Просто досконально, как бы, все. Ладно, давай, погоня. Погоня. Надеюсь, бабульку-то нашу не завалят. У нее тут уже несколько патронов прилетело. Давай, бабка, стреляй. О, я тоже могу стрелять. Так, тихо, главное не в ложь. Ай, я, кажется, лошадку затоптал. Ну, надеюсь, меня простит игра. Это было невзвешенное решение, я случайно. Так, вон еще один. А ты делал талисманы, амулеты? Талисманы нет, вообще не делал. По-моему, при первом прохождении я сделал талисман с этого единственного легендарного медведя, а больше я этим херней не занимался. Что они вообще дают, кстати? По-моему, какие-то бафы, да, и все. Не делал, не делал. И сейчас тоже не делал. Есть какие-то у меня там собранные плюшки, но хрен бы с ним. Как бы и так игра проходится вроде нормально. С косяками, но проходится как бы. Это вот, наверное, амулеты, талисманы нужны в типа в Dark Souls в таких играх как бы. Так, мужичок. Давай его догоним. И немножко ебнем. Оп. Кстати, я попал в него. Оп, оп, оп. Прямо в башку. Хорош. Еще один? Подожди. Кинопредир. В ДРД-2 проехать на танке норм идея. РДР-2 на танке было бы забавно. Дэниус Станкевичус. Всякие бонусы по типу плюс 10 денег, плюс 10% к выносливости и так далее. Угу, я понял. Ну, у нас этот, какого, амулеты только животные дают, получается, да? Надо натянуть эти узлы покрепче. Замените Энтони Формана. Отвези этого гада к Тилли. Сейчас вот черная женщина будет мстить, я так понимаю, за свою честь поруганную. Я возьму его лошадь. Давай, грузим, грузим, мужика.
Но, по-моему, они ее дрючить-то не успели. Ты хоть понимаешь, с кем ты связался? Давай его тресни. Заткнись, сука. Ты понимаешь, с кем связался? Опять повторяет одно и то же. Я Энтони Форман. Спасибо, что представился, Энтони. Пишется Форман или Формен. Не хочу, чтобы на твоем надгробии были ошибки. Ты забавный ублюдок. Ты из какой банды? Ты чьих, говорит, холоп будешь? Она тебе не сказала? Она ничего мне не сказала. Веревка впивается в тело. Давай еще раз ударим, чтобы веревка не мешала им. Это не так приятно, когда не ты, что-то там. Она убила моего кузена, черт подери. Не бойся, скоро ты с ним встретишься. Ты что со мной делаешь? Давай еще ударим. Пока не знаю. Пожалуй, Тилли решит, какой участи ты заслуживаешь. Ты зря тратишь на нее время. Она лгунья, трус черта. Какого дьявола? Рот закрой. Будем лупить его, насколько позволяет игра. Я уже, я просто сейчас еду и спамлю кнопку удара, как бы, но он его часто не лупит, как хотелось бы. Он прикольно ему по щам прописывает. Тот еще ругается. Что это интересно растет? Я вот в садоводстве не особо. Огорода своего нет. Может, кукуруза, наверное, да, типичная? Оп. Данил Станкевичус. Я, кстати, недавно слышал, как сделали мод, добавляющий машину в игру, меняя текстуру повозки на машину. Ни хрена. Ну, если там, где есть машина, то можно и танк, присобачить. Разницы, в принципе, никакой. По физике они примерно одинаково будут. Кстати, я вообще не думал, что моды на RDR 2 есть, как бы, просто не задавался такой идеей посмотреть, что там будет, когда есть моды, и ты ими пользуешься. Вот, наверное, забавно, надо будет, кстати, как-нибудь на ютубе набить, узнать, чем там народ промышляет. Давай его сюда. Хочется как следует посмотреть на эту тварь. Так, лошадку мы отпускаем. Бросить Формана. Так он еще жив? Видимо. Видишь эту девчонку? Оставь ее в покое. Она убила моего кузена. Твой кузен, черт бы его вобрал, сам виноват. Мне плевать, пусть она хоть твоему папашу. Нас зажарила на завтра. Она моя, а не твоя. Здорово, Даман. Спасибо за лайкос. Всегда говорит, что-то там, это месть, забава для дураков. Итак, ты хочешь, чтобы всех твоих ребят поубивали? У нее были на то причины. Мы были твоей семьей, Тилли Джексон. Мне такой семьи даром не надо. Убей его, Артур. Вы этого хотите? Хочу, чтобы он убрался во свояси. Была у меня идея бросить канал и заняться мультиками аниме. Но скучно не мое чет. Фильмы интереснее. В мультиках аниме, чувак, надо шарить прямо очень-очень давно и очень испокон веков, скажем так. Просто посмотреть несколько мультсериалов аниме, почитать немножко манги, это... Нет, ты не будешь в аниме шарить. Я тебе точно могу сказать. Аниме — это довольно-таки глубокая культура, которая очень-очень уже давно. Не, конечно, можно несколько лет этому делу посвятить, чтобы потом иметь авторитетное мнение, но лютые анимешники тебя просто загнобят сразу же. Это я тебе точно могу сказать. Не будем убивать, даже если предъявили. Но я не думал, что они хоть как-то связаны между собой. Я думал, эту чернокожую девку украли просто и хотели ей приписюнить. Но оказывается, она его кузена завалила. Так что, по идее, баба тут не права. Так что сидеть на фильмах дальше? Я не знаю, решай сам. Ты взрослый человек, который может принимать взрослые взвешенные решения. Я тебе ничего подсказывать не буду. Думай сам. Твой канал. Я сказал своим оставшимся кузенам и тем клоунам, с которыми он знается, чтобы они не лезли ко мне. Тебе такое по силам, Энтони? Или мне перерезать тебе горло? И избавить нас всех от лишних хлопот. Я больше тебя не трону. Это все в прошлом. Так не получится.
Решать тебе, Артур. Но я бы перерезала ему глотку. А мы не будем его еще раз убивать. Но зачем? Аккуратненько. Я думал, он достаточно напуган. По-моему, сюжетно мы с ним никак не встретимся, поэтому смерти он не заслуживает. Он и так сыкло, как бы. Пускай валит нахрен. Данил Станкевичус. Не знаю, как у других, может, я просто ярый фанат РДР, но мне кажется, что Артур Морган лучший персонаж и в игроиндустрии с ним только наравне Тревор из Кта 5, но Артур он харизматичный и он раскроен лучше. Ну, не раскроен, наверное, раскрыт, да, лучше, ну, опечаточка. Возможно, он лучший персонаж, как бы, именно в рокстаровской представлении мира персонажей. Но есть другие игры, есть другие студии, которые делали тоже неплохих героев, тоже неплохое раскрытие персонажей было. И он явно, скажем так, не в худших, это точно, Артур Морган, я имею в виду. Тревор, он просто как психопат. То есть GTA как бы это одна вселенная. Rockstar также сделала вселенную RDR 2. Это другая немножко вселенная. Их, по идее, логически скрещивать не особо верно. Как и другие игры. Но, если так вот чисто навскидку, Артур Морган хорошо прописанный персонаж, как бы, со своей политикой, идеологиями. И даже иногда политически забавными взглядами и религиозными, кстати. Вот. Но другие тоже есть персонажи. Да даже... Блин, как же... Забыл, как перса зовут. Ну, по-любому я что могу сказать, то что есть еще тоже игры, в которых хорошо прописан персонаж. Ладно, если вспомню, я тебе скажу, что за игра и какой персонаж. И ну, чем он хорош. Так, это не моя лошадь. Я и лошадь не моя. Я так понимаю, нашу кобыла удрала, короче, да? И она, скорее всего, у нас находится в нашем же загоне. Угу. Кстати, вопрос. Ты проходил RDR 1? Там, кстати, тоже, в принципе, вот, судя даже по двум частям, по идее, тот же самый Джон Марстон тоже довольно-таки охрененно прописан. Кстати сказать, вот так вот, если задуматься. Вот если взять RDR 1 и RDR 2 вместе, то Джон Марстон тоже хорош. Его тоже отлично раскрыли за обе части. Но RDR 1 я не проходил, но видел видосы прохождения и так далее. В курсе, о чем там сюжет. Тихо, тихо, ну ты еще... Падла. Давай, валим нахрен отсюда. А то сейчас меня не завалят, просто. Просто убьют, блять, ебаная лошадь. Пизда ей. Давай хоть за камни заныкаемся. Никогда у меня нормально стычки с подобными бандитами не получались. Чё? Почему минус карма? Вы чё, охерели? Я лошадь, что ли, завалил? Или у нас убивать бандитов, это теперь уже минус карма считается?
суки долбаные. Ты сдохнешь, нет? Какой-то неубиваемый чувак просто. Все, хорош. Последняя сучка. Вон там она. Эх, в дыню не попал. Что ты собираешься со мной сделать? Да завалить тебя, гниду, надо. Да, блядь, ты попадешь в нее, нет? Ладно. Вот эти сволочи тогда в прошлый раз на меня напали. Воскресить, да. Неохота пешком ехать. Почему минус кармы, я так и не понял. Лошадей дохлых я тут не вижу. За что карму минусом? За то, что на меня напали? Дэниел Станкевичус. Не играл, но хотел бы, потому что нет консоли 2006 года PS3 X360, но примерный сюжет я знаю. Вот. Как ты считаешь, у нас Джон Марстон за 2 части разве не лучше Артура Моргана прописан? Свидетель. Ведется расследование. Короче, кто-то заметил, как я людей убиваю. Зашибись вообще. Просто шикарно. Меня еще менты сейчас спасут. Короче, только текай из города, тебе пизда. Валим. Валим, постоим где-нибудь тут. Все равно за лошадью, да, нашим ехать. Вот так вот случайное событие, просто пиздец. Минус карма. Еще и в розыске, сейчас еще откупаться придется. Ну просто так. Ну-ка, я могу свою лошадь позвать? Раз. Так, я не ту лошадь зову. Где мы? Арабский точнее. Арабский скакун, где мы? Но меня, в принципе, хотя бы позорно не завалили в этой перестрелке. Спасибо и на то. Все, лошадь подо мной. Все отлично. Надо меточку изменить. Так. Откупаемся, короче. Угу. Свидетелей я уже явно не найду. Но и награды за меня пока не назначен. Угу. Странно, но окей. Раз пока не предъявляют за то, что на меня напали, а я отстреливался, ну типа защита как бы. Камон. Ладно. Прожуем, так сказать, этот момент. Могло быть и хуже. Давай к дачу. Ну так. Можно, конечно, попробовать заскочить по дороге на почту. Но я думаю, что мне там особо никто не предъявит. Кстати, что у нас там вообще? Ну, карма положительная явно. Дэниел Станкевичус. Ну не знаю, даже просто я привык к Артуру больше, чем к Джону, потому что играл во вторую часть. Ну че, помню, как я в лагере, когда видел Джека, всегда к нему подходил и разговаривал, и с Джоном тоже. Кстати, у нас же Rockstar вроде как делает 3-ю часть АДР. Я думаю, что в 3-й части у нас будет прописан Джек. Дэниел Станкевичус. Я помню опечатка. Я думаю, то, что в 3-й части мы будем уже играть за сына Джона Марстона. И это будет еще интереснее прописанный персонаж, скорее всего. Ну, я надеюсь, это свято, блядь, надеюсь. Потому что
Тогда получается пацан мелькает во второй части, в первой, которая получается через 10 лет проходят события после второй части. И еще через 10 лет его сын, ну, как я предполагаю, будет сюжет, сын Джона Марстона будет мстить законникам за то, что они завалили его отца. Я вот полагаю, такой сюжет будет. Тогда он будет вообще охрененно продуман. Там, по-моему, кого-то завалили, если я не ошибаюсь. Давай попробуем со снайперки их снять, а? Ну вот как-то... Так, подожди. Кстати, если ты говоришь, что у тебя нету... Где он? Если ты говоришь, что у тебя нету третьей плойки, что тебе мешает сыграть на эмуляторе? Блять, я опять лошадь подстрелил, да твою мать, сраные кобылы. Где он? Дэниел Станкевичус. Так Джек его и так убил Росса, который убил Джона. Да? Я, может быть, что-то путаю. Да, я, наверное, что-то путаю. Ну, значит, они что-нибудь интересненькое тоже придумают. Даже Rockstar. Надеюсь, у них такая же поделка не выйдет, как GTA Definitive Edition. Думаю, они серьезно подойдут к разработке третьей части RDR. Плюс они еще, кстати, хотят ремейк сделать первой части. Там, скорее всего, просто они подтянут текстурки и все. Так, я, короче, получается, что, пока туда-сюда катался, у меня минус 2 кармы. Это хреново. Ну, а что поделать? Думаю, все-таки положительных действий в игре больше, чем... Так, все. Слезаем нахрен с коня. От греха подальше. Положительных действий в игре больше все-таки, чем отрицательных. Дэниел Станкевичус. Эмулятор для него нужен мощный ПК, а у меня ноут, который тянет к TA4 на минималках в 720 рублей в 20 FPS. Я понял. Да, тогда эмуль третьей плойки не подойдет. Но я тебе скажу то, что разрабы им активно занимаются, так что когда-нибудь тебе, надеюсь, повезет апгрейдить комп, короче, и воспользоваться эмулятором. Разрабы, которые его сейчас, эмулятор третьей плойки, хорошенько поддерживают, и там уже больше 50% игр, которые можно пройти от корки до корки, как бы, и они все хорошо играются. Так что я вот пользуюсь эмулятором третьей плюшки. Это, в принципе, хороший эмулятор. Вот эмулятор Xbox 360, что странно, не может таким качеством эмулирования похвастаться. Вот не может. Игры вылетают, с артефактами работают, все хреново, короче, с эмулятором Xbox 360, хотя, казалось бы, да, Microsoft и вся фигня. Он должен быть чуть ли не передовым эмулятором. А как ты думаешь о ремастере TA4, который должен выйти в 2023-2024 году? Знаешь, что я могу сказать? Им бы сначала вот предыдущие ремастеры трилогии, блять, вот этой вот GTA San Andreas, Vice City и третьей части хотя бы доделать. А то они уже на четвертую часть замахиваются. Я не знаю. Я не знаю, сколько у Rockstar ресурсов, но там же несколько у них студий, там Rockstar North, там, ну, Запад, Север и так далее, рокстаровские. У них же дочерних организаций-то до хрена, как бы, которые
занимается разработкой одной игры, второй, третьей, четвертой, там находятся в разных городах. Я не знаю, сколько у них, короче говоря, ресурсов, человека-ресурсов, чтобы заниматься параллельно разными играми. Но, как я понимаю, то, что сейчас у них идет, они занимаются ремастером первой части, делают третью часть, восстанавливают просранную репутацию в Definitive Edition, трех частей, и еще пытаются четвертую часть сделать. А на телефон, кстати, вот это вот Definitive Edition, они как раз дали людям заниматься вот этой трилогией, которые и портировали GTA San Andreas на телефоны. Я уже как бы в GTA San Andreas на андроиде, на планшете играл еще год назад. Даже больше, 1,5 года назад я в ней играл. Скачал и лобал GTA San Andreas. Вот эти вот люди как раз... Кстати, сказать, на планшете неудобно в ней играть, поэтому я подключал геймпад, потому что на тачскрине в GTA, блядь, вообще неудобно играть. Вот. И вот эти вот люди, короче говоря, взяли и занимались вот этой вот портом, короче говоря, взяли мобильную версию и портировали ее обратно на комп, плюс еще всю трилогию. И вышло у них, как ты видишь, блядь, еще хуже. Они пытаются сейчас восстановить репутацию и все такое, но это очень много времени стопудово возьмет. И то есть вся трилогия, она уже как бы хреново сделана. Сейчас они будут моды выпускать, хероды, там откланиваться, извините, но, блядь, вы подняли ценник 4500, вы людей наебали, как бы. Вы выпустили вообще поделку неиграбельную, с кучами багов, со всякой херней просто, которая, ну, нереально делать такие игры в 2021 году. Почему я не могу апгрейдить комп? Я школьник, которому в апреле будет 12 лет, а ты знаешь, какие деньги у школьников, по крайней мере, у меня их мало. Ну да, согласен. У школьников денег немного. Ну, гляди, когда-нибудь родители, может быть, что-то такое купят. Как ты думаешь? Вдруг повезет. Я вот сам себе на первый комп заработал. Мне было, по-моему, 17 лет. Да, в 17 лет я работал на кровельщиком на крыше. Я заработал на свой первый комп. Шабашил, короче говоря. Подрабатывал. Я купил себе системник. Потом я еще на другой работе подрабатывал и, ну, пользовался, короче, здоровенным таким лучевым монитором. Не помню, там по дешевке, по-моему, я у кого-то его купил. Но на следующей работе, там уже лето наступило, я работал в магазине продавцом-консультантом, и я заработал себе на моник плоский 19-дюймовый. Он стоил тогда, по-моему, что-то 7900, по-моему, вот такая была цена. Я потратил большую половину своей зарплаты, но тем не менее я прям был очень доволен, то что у меня большой монитор, и он охрененно показывает, лучше, чем выпуклая вот эта срань на пол стола, блядь. Я был так горд собой, чувак, ты себе не представляешь. Вот. Так что, если такая херня, то как-нибудь сойдутся звезды, и ты заработаешь себе самостоятельный крутой ПК. Не отчаивайся. Все будет. Только не сразу. Вот ты где. Вы готовы, ребята? Конечно. Что ты еще знаешь об этом типе? Только то, что он скользкий, напомаженный шельмец из Европы, у которого есть деньги и власть. Ну, мне PS4 хватает, в принципе, ее вроде обещают поддерживать до 2024 года, но что-то я сомневаюсь до сих пор, что помню историю с Киберпранком. Да, Кибербаг 2077 это еще та история нахрен. Но я ее купил на комп. Как-нибудь, вот сейчас они, в принципе, ее допилили, только через год они ее доделали. В принципе, можно как-нибудь будет полобать на канале. Они там говорят, что у нас игра стала охеренная. Да, по-моему, нет, они же квесты не изменили. Среднестатистический такой, короче, шутерок. Как остался, так и будет. PS4 у меня тоже есть. У меня есть вторая плойка, третья и четвертая.
Причем второй плойки у меня 2 штуки аж. Она вторая, короче, плохо хавает болванки, поэтому... Короче говоря, у меня есть вторая, третья и четвертая. Они у меня все лежат в ящиках, потому что это дорого. Дорого игры сейчас на консолях. Ну, до хрена, правда, они просят просто 5 косарей за какую-нибудь новинку. Вы что, издеваетесь? Поэтому я решил пересесть на комп. Плюс еще с него стримить удобнее. Поэтому сейчас ПК это, по-моему, лучшее решение в 2020, 2021, 2023 и, наверное, в 2024 году. Будут они поддерживать PS4, потому что PS5 вообще не вывозят. Они ее практически не продают. Потому что у них нет консолей. Плюс еще они за эту PS5 заломили очень большую цену. Плюс игры дорогие. То есть люди не вывозят Данил такой ценник. Станкевичус. А у тебя есть третья плойка, отправь мне в Новосиб РДР-1 пройду. К сожалению, нет. Я тоже ее, между прочим, на Авито покупал. Мне чувак ее прислал с города Кувандык, по-моему. Это, если я не ошибаюсь, Нет, не Воронежская область. Короче... это Оренбургская область. С Оренбургской области он мне прислал, мы с ним списались. Я купил ее на Авито у него как бы за 8500, короче. За 8. И еще 1,5 штуки я заплатил за пересыл. Консолька тяжеленькая, прошитая, вся фигня. Но она просто много весит, короче. И поэтому я за пересыл почтой очень дохрена заплатил. Вот, но мне охрененно повезло, приехала консоль, она работает, и все отлично, как бы. Пускай она у меня будет как раритет. Я вот что думаю, продавать ее не хочу. Сколько раз уже предлагали, как бы, но нет. Кирера Илвай. Приветик. Дороги. Ладно, погнали. Жестко. В общем, слушайте, если мы заявимся туда и начнем палить, Кирера Илвай. мальчишка точно пристрелит. Я это гарантирую. У таких людей обычно сильная охрана. Никого не пристрелят, Артур. Успокойтесь, парни. Мы покорим его своим обаянием. Поверьте мне, это его дом? Наверное. Ты в порядке, Джон? Думаю, да. Я вот что-то приблизительно только помню, о чем это задание. Мы сейчас придем к этому чуваку, он на сутенера похож. Простите, сэр, нам назначена встреча с мистером Бронте. Кто вы такие? Неплохо. Советую тебе привести своего босса сюда, чтобы мы могли все обсудить по-джентльменски. Вполне, Данил парень. Станкевичус. То есть ты хочешь сказать, что сама стоила она 8500 1500 это доставка, то получается 10к рублей за PS3? Кирера Илвай. Как настроение? Да, сама она стоила 8500, 1500 за доставку, десятка за прошитую третью плойку, это в принципе. Дело в том, что у тебя на Авито стоят ценники с учетом того, что тебе продавец не будет ничего пересылать. Ну, не будет платить за почтовый пересыл и так далее. Если ты живешь в ебенях, а не в его городе, это твоя проблема, чувак. Поэтому не хочешь, не бери. Но если ты хочешь, если ты с ним договорился, то окей. Плати бабло за пересыл. У почты вот такие ценники. Вот так. 1500 за вес. Весит она несколько килограмм. Вместе с упаковочкой, со всей фигней, там, он обложил мне это все бумагой, там, запаковал, закрутил там в скотч и так далее. Вот, и отправил. Это тоже как бы время чела. Это он потратил свое время. На почте попробуй отстой несколько там... Ну, я бывает на почте стою в очереди только 1,5 часа. А причем оформление посылки это еще больше времени занимает. Пока ты там все подпишешь, пока ты там точный адрес укажешь. И все такое. Чел запарился, как бы
и отправил мне свою консоль, как бы, с 2 геймпадами, со всякими шнурочками и все такое. Он не обязан был этого делать. Кто-то вообще просто берет и, блядь, за такие бабки кирпич в посылку кладет, как бы, и ты просто такой на радостях бежишь на ту же самую почту и такой: вау, я сейчас консоль получу. Открываешь посылку, а там, блядь, кирпич валяется или ботинки какие-нибудь ношеные. И все. И соси хуй, и продавца ты не найдешь, и деньги ты отправишь. Вот и все. Так что мне охрененно еще повезло. Кирилай. Кстати, Киря, настроение отлично. Настроение замечательное. Жалко, на работу сегодня в ночь не очень хочется. Вот, так что за 10 косарей, в принципе, за прошитую консоль это нормально. Вот у нас также, вот я потом начал встречать и у нас в городе то, что продают люди. Они даже в нашем городе, некоторые продавцы подержанных третьих плоек, шитых там Xbox'ов, они ломят ценник 12 тысяч, 11 500 кто-то просит. Кто-то даже за непрошитую консоль хочет 12-13 тысяч. Так что десятка это еще норм. Даже не десятка, а 8500. 1500 это мы можем не считать за пересыл. Вот я тебе о чем хочу сказать. Так что 8500 это нормальная цена. С учетом того, что довольно-таки сложно прошить PS3. Там нужно в плату впаиваться. Ты бы знал еще, какие танцы с бубном людям предстоят, когда они покупают Super Slim прошитую. Там вообще труба. Там надо с дисками колдовать и HDD-шником. Так что, если ты соберешься брать прошитую плойку, то бери просто Slim версию. На будущее. Ну, а по мне так лучше пользуйся эмулятором и все. Меньше места занимает эти вот консольки, хранить провода, геймпады к ним. У меня только один ящик нахрен, одними геймпадами забит. Там их штук 12 нахрен. От 2, 3, 4 плойки, от коробоксов и так далее. От ПК. Даже от андроида есть один. Это было и мое обаяние дачи, о котором я... Успокойся, все под контролем. Угу. Что-то какой-то замес намечается. Ладно, идем пацана выручать. Не волнуйтесь, ребята, мы пришли с миром. Просто надо уладить кое-какие разногласия с вашим боссом. Ну, пойдем. Внутри. Шапочка у него, конечно, козырная. Кто эти клоуны? Они пришли из-за мальчишки с деньгами? Зачем вы схватили его сына? Прошу прощения. Я спрашиваю, зачем вы забрали его сына? Мы ничего против вас не имеем, сэр. Как вероятно, и вы против нас. Но если вы хотите, чтобы между нами возникло... С этой самой комнаты скоро будет очень много мертвых. Мертвых не будет. Вы приходите в мой город. Вы приходите в мой город. При этом воняете навозом, выглядите вообще не пойми как. И приходите в мой дом, даже не приняв перед этим ванну. Потом указываете мне, как поступать. Вы ищете моего сострадания. Разве я проявил недостаточно сострадания? Вспомнилось момент, короче, из фильма «Крестный отец». Ты приходишь в мой дом, ты сидишь за моим столом, ты обращаешься ко мне, но делаешь это без уважения. Марлон Брандо, короче, чертовски там был крут в своей роли. Тем, что я разрешаю вам дышать в своем присутствии. Ну, кстати, отсылка на Крестного отца, если что. О, конечно. Послушайте. Мы простые деревенские парни. У нас никого нет, кроме друг друга. А вы пришли и забрали его сына. И все из-за какого-то спора с какими-то бывшими рабовладельцами.
Но никто из вас не имеет к этому отношения. Вы не имеете отношения к уничтожению винокурни. Вы были просто невинными очевидцами. А где мы не были невинными, но мы просто поступали по неведению. Ты просто извращаешь каждое слово, бессовестный лжец. Считаешь, что ты лучше других? Ты мне нравишься. Принесите выпить этим людям. Анджело Бронте. Дач Вандерлинд. Артур Морган. Артур, очень приятно. Джон Марс. Мое почтение. Дэниел Станкевичус. А какая твоя любимая глава? Для меня это или 6,3 в 3 эти краски и экшена 6, там напряжение банды экшен и мало кто кому доверяет. Да, да. Вот последние главы, они самые крутые, я считаю. Ну, просто там вот экшен, прям накал страстей, и ты такой, блядь, что... ну, когда первый раз проходишь, такой, блядь, чем же закончится? Интрига, интрига, интрига. Плюс еще подставы, крысы и так далее. Тут весь сюжет раскрывается такой, ну, это, знаешь, это как дочитывать книгу, короче. Ты дочитываешь книгу, и тебе осталось там буквально, ну, не знаю, там 50 страниц, и ты их просто взахлеб читаешь последние, там, я не знаю, 2-1,5 часа, короче. И ты такой, блядь, весь на нервах. Ты не можешь бросить на этих страницах книгу, ты хочешь дочитать. Пусть даже будет время, час ночи там, или 3 утра. Но тем не менее, ты дочитаешь, ты добьешь. Это как смотреть сериал, там, не знаю, и досматривать до конца последнюю серию в сезоне, а то и вообще последнюю серию в сериале, там, где все раскрывается, вообще, как бы, вся интрига, все, короче говоря, ты узнаешь до конца весь замес, к которому тебя тащили режиссеры, ну, в этом случае разработчики и так далее. Так что, конечно, самые крутые главы это последние. Тут в этой игре как бы очень долгая раскачка. Вот прям часов, наверное, 20 ты только вникаешь в сюжет. Отчасти это прикольно, кому-то не нравится. Даже в Южном парке, если тебе знаком такой мультсериал, это дело высмеивали, то что тут 10 часов только пролог идет. Так что кому как. Но я вот, допустим, пролог этот не сказал бы, что очень затянутый. Но сама по себе раскачка Дэниел сюжета долговатая. Станкевичус. Моя самая нелюбимая это 4 глава, маленькая глава, хотя я ее и люблю. Самая нелюбимая, хотя я ее люблю. Это как? Там себе противоречишь. Да, я думаю, самые неинтересные в этой главе игры, самые неинтересные главы в этой игре, это, я думаю, вторая, третья. Ну, потому что вот именно из-за долгой раскачки. Медленно, тягомотно идет сюжет. Но если ты, конечно, наверное, читал книги, любую книгу возьми, даже в книге всегда так. Всегда так, в любой книге. Четверть книги у тебя идет знакомство с персонажами, посвящение в сюжет. Станкевичус. Ну типа то, что я ее не ненавижу. Угу. Любую книгу возьми, у тебя четверть книги идет раскачка, у тебя идет знакомство с персонажами, тебя посвящает сюжет, чтобы ты проникся переживаниями главному герою. Отсюда. Эти главы нужны. Без них, если их убрать из игры, то ты ни хрена не поймешь. Понимаешь, о чем я? Так что вот. Что ж, вы вернете сына моего товарища. Конечно, конечно. Но неужели я останусь в убытке из-за этого недоразумения? Я уверен, что вы этого не допустите. Нет. Нет, у меня есть предложение. Станкевичус. Ты читал «Остров Эскада»? Нет. Что за книга, кто автор? Ну и, если можно, вкратце сюжет. Если не сложно, конечно. Но я точно не читал, я бы запомнил название. На странные слова у меня неплохая память, насколько я заметил с годами.
Выполните для меня одну простую работу и получите мальчика. Что за работа? Пара олухов повадилась грабить могилы на кладбище. Подходящее место, лучше и придумать нельзя. Люблю этого парня, люблю тебя. Так вот, эти ребята, они не просто оскорбляют мертвых, но еще и не платят дань уважения живым. Завидев моих людей, они пускаются на утек. Так что, может быть, вы двое наведаетесь к ним? И вы, мистер Вандерлинде. Вы расскажете мне еще что-нибудь о моих манерах. Салют. Салют. Всем салют. Так, значит, задание заключается в чем? Мы сейчас топаем на кладбище и убиваем людей, которые занимаются эксгумацией. Кладбищенские воры. Думаешь, он держит нас за дураков? Кто знает, а какой у нас выбор? Да никакого. Вот именно. Просто бред. Ты знаешь, где кладбище? Вроде да, уже проезжал мимо. Внушительное. Ты знаешь, ты молодчина, держал язык за зубами. Ты поверил хоть одному слову этого ублюдка? Мы даже не знаем, где Джек. Слушай, мы нашли Бронте, мы добрались сюда. Дач сейчас с ним. В общем, все могло быть гораздо хуже. Бедняга, я был ему плохим отцом. Надеюсь, что он в порядке. Им все будет хорошо. Думаю, что Брэд Уэйти хотели держать Джека в заложниках, чтобы получить от нас все деньги. И отправили его сюда, чтобы мы не смогли до него добраться. Бронте знает, что Брэд Уэйтов уже нет, и никто ему не заплатит. Джек ему больше не нужен. Давай разберемся с этим, и пусть Дач занимается всем остальным. Надеюсь, ты прав. Так, надо бы лошадь покормить, что-то прям статы мне вот ее не нравится. Лошадь. Тихо, лошадь. Дэниел Станкевичус. Если что, это детская книга. Не читал. Не читал. В принципе, в детстве я почему-то не очень любил читать. Я полюбил читать где-то примерно лет с 17. Вот. Может, даже чуть-чуть попозже. Нет, пораньше. Пораньше, чем в 17, где-то лет в 15-16. И причем я начал читать уже сразу же с книжек по психологии, по философии и так далее. Детские книжки я практически не читал. Ну, типа там, знаешь, не читал «Маленького принца», допустим. Хотя это типа классика. Я не читал «Алису в стране чудес», этого. Подобную литературу не доводилось. Не знаю почему. А потом как-то и интереса особо не было. Не знаю. Как-то так. Зато Стивена Кинга почти потом всего перечитал, а книжек у него немало. Так, ну с нами есть пушечка волшебная. Давай-ка мы, наверное, вот карабинчик-то возьмем. А че он такой беспонтовый? Дэниел Станкевичус. Автор Григорий Остро. Григорий Остро. Не знаю такого. Не знаком. Наверное, к сожалению. Осмотрите кладбище и найдите осквернителей могил. Так, посмотрим, что тут происходит. А, Григорий. Григорий. У тебя ошибка. Григорий. 2 буквы И, а в конце. Григорий Остр. Григорий Остр, я знаю, что писал еще в этом, как его, очень-очень давно, «Вредные советы». Книжка у него такая, про стишки была. Наверное, я думаю, ты знаком. Еще мультики даже несколько штук выходили. Дэниел Станкевичус. Григорий Остер. Григорий Остер. Вот. Он еще писал, кстати, этот какого. Пару мультиков еще даже выходило по вредным советам. Ну, типа, если там на вас родители ругаются, то уйдите из дома, там, залезьте в лес, как бы, ну,
Каждый его вот этот вредный совет всегда имел мораль. Так что не просто так эти вредные советы были написаны. Как-нибудь можешь поинтересоваться. Давай потише. Мы же не хотим, чтобы они удрали. Чем скорее мы это сделаем, тем скорее вернем Джека. Ну да, логично. Какая-то бабка бегает постоянно по кладбищу. Дэниел Станкевичус. Книга «Остров Эскада». Я понял. Но мне уже в моем возрасте уже будет неинтересно такое читать. Ну ты понимаешь, да? Давай не будем собаку стрелять. Похвалить. Похвалить. Не будем ее агрить. Давай искать. Искать кого? Хозяев этой собаки. Сложность этого задания, то что тут очень много закутков. Когда придет время, посреди говорит, что меня зарыли поглубже в землю. У меня мороз по коже от этого места. Что это за бабка? Она очень странная. Дэниел Станкевичус. Сюжет. Пираты зарыли клад на острове, простые люди нашли и хотят на этом острове за счет найденных денег построить город. Дэниел Станкевичус. На эти. Пресса. Сюда, Джон. Я услышал тебя. Пираты закрыли клад на... Не, ну слушай, интересно. Забавный сюжет, наверное. Надеюсь, тебе эта книга понравится. Ну что, не нашли уже часы моего папаша, ребят? Один чувак сливается с могилами. Тяжеловато его. Так, давай-ка оружие. 2 пистолета достанем. Вот так. А лучше, конечно, винтовку, да? А то что это как-то не солидненько. Вот давай так вот. Бам. Блин, один спрятался. Они все разбежались, в принципе. Бригады пытаются нас выманить. Где-то. Сейчас мы, похоже, кого-нибудь разбудим. По идее, Джон шарит, куда бежать. Давай, говорит, догоним их. Да качо, куда бежать? Да, бля. О. Так, тихо, давай, заныкаемся. Что-то тут много народу. И же было меньше гораздо. Готов один. Это наши, не наши? Кто за колонной спрятался? Вроде это Джон. Ну, показывайся. Походу он удрал. То один, то трое. А что за хрень? Это как вообще? Такая музычка прям на Кастельвания похожа. Ну вот чё, где? Прячется постоянно. Дэниел Станкевичус. Ладно, пока я на тебя подписался, я к тебе буду заходить. Давай, спасибо за подписку. Удачного дня, так сказать. Хорошего, удачного дня. А чё, где? Блин, ну не прячутся они, задолбали. Наши, не наши? Нет, это Джон. Причем Джон этого и завалил, мудака.
Да, куда? Что ты делаешь? Дэниел Станкевичус. Какого дня у меня уже 19:45. А у меня 15:44. Время у меня московское. Сейчас опять, да, спрячется? Ну и где он? Когда, интересно, закончатся эти чуваки? По-моему, целей гораздо меньше было. Вот, он же тут. Давай прям в жопу ему. Вот как так? Он просто испарился нахрен. Где? Где? Ага. Все. Я думаю, это последний. Да. Кажется, это все. Ну давай грабим. Ну просто вот навскидку. Они припрятали добычу где-то здесь. Хорошо, но нужно поторапливаться. Мы не можем вернуться с пустыми руками. Давай посмотрим, откуда в нас стреляли в начале. Грабим грабителей. Вот это улов. Найдите добычу. Я думаю, она на другом конце кладбища. Странная вообще перестрелка, потому что, ну, они реально появляются, исчезают. Надо найти, откуда они у нас стреляли. $19. Слушай, богатенькие грабители, я скажу. Мы не можем появиться в Бронте с пустыми руками, Артур. Да не появимся, не переживай. Обычно как? Ты убиваешь человека, и у тебя херак там, ну, максимум падает $3, $1,5 а то и меньше $1. А тут смотри-ка, у каждого по 20-ке валяется на кармане. Пухлые буратины, короче говоря, вот я о чем хотел сказать. Так. Что мы ищем, интересно? Похоже, я что-то нашел. Они грабители, причем вообще случайно. Мешочек. Есть, отлично. А теперь уходим. Менты. Валим нахрен отсюда. Лошадь. Ну, закрыто. Придется возвращаться тем же путем. Проклятие. Почему он лошадь не зовет? Давай. Давай обойдем. Так. Еще и с собаками менты. Отлично. Я так понимаю, теперь стелс начинается. Кто-то идет, прячься. А ничего то, что шапка из-под возле могилы торчит. Еще теплый. Кровь еще сочится. Должно быть, убили только что. Они еще здесь. Теперь нас менты палят. Ну, Артур вообще как будто... Я сама ночь вот так вот. Полчеловека торчит из-за могилы. А никто его не видит. Я думаю, трупы обносить сейчас нет смысла. Сейчас бы удрать по-хорошему. Двигаемся за Джоном. А, ну он как раз нас к лошадям и ведет. Аккуратненько. Аккуратненько. Давай. Ну, что-то он застревает немножко. Угу. Там еще парочку ментов. Надо бы пригнуться. Через ограду тут явно не вариант. Мне тоже. Давай посмотришь слева, а я тогда прямо, хорошо? Угу. Разошлись. Разошлись они в разные стороны. Ну чё, Джон, пойдем. Да что ты руками машешь, пошли, говорю. По идее, если тут два мента стояли, то, наверное, тут проход и будет. Выход на улицу. Ну вот, пожалуйста. Без проблем. На лошадь прыг и погнали. Скорее, надо возвращаться к даче. Верните в особняк Бронте.
Но менты особо нас не ищут. Особой тревоги никакой. Кажется, хвоста нет, скорее в особняк. Кстати, не хвоста, и вообще народ на улице как будто вымер. Как хорошо, что я не религиозен. Давай вернемся и доберем его, как договаривались. Вы в порядке? Надеюсь, он не подшутил над нами. Я почти уверен, что он с нами играет, но посмотрим. Не горячись, веди себя спокойно. А как он вообще узнает, что мы выполнили его просьбу? Есть у меня ощущение, что все новости он тут узнает быстро. Через малых. Через карманников. Я же говорю, посмотрим, что к чему, как только заберем Джека. Стопудово его уши и глаза — это пацаны на улице. Ну, как это обычно в фильмах бывает. Ладно, пора закончить с этим делом. Все, мы уже на месте. На лошади прям меня, естественно, не пустят. Так, ну ничего. Но вас долго не было. Джек, а как же наш хозяин? Да, как я и сказал, вас долго не было. Я так рад тебя видеть. Пора идти. Он славный малый. Эй, друг. Поблагодари мистера Бронте за все. Знаешь, Андрю, мистер Бронте пригласил нас на званый вечер в доме мэра. Нас, простых деревенских парней. Я помню это задание. Мы тут будем напомаженные в карете ехать. С мэром встречаться, по-моему, не придется. Но там будет стелс-миссия. Поехали, Джек, у нас теперь новый лагерь. Тебе там понравится. Ладно, давай вернем мальчика матери. У тебя точно все хорошо, сынок? Все хорошо. Папа Бронте сказал, что вы придете за мной. Мне жаль. За что? За то, что мы так задержались. Мне было весело. У меня была своя комната с большой кроватью и коробкой для игрушек. И куча книг. Они что-нибудь с тобой делали? Ты спагетти когда-нибудь ел? Что? Что это? Это еда. Она похожа на червей, но при этом вкуснейшая. Да ну. Папа Бронте научил меня куче итальянских слов. Пожалуйста, не называй его так. Что такое кавалло? Знаешь? Это значит лошадь. А пантфоле — это шлепанцы. Пантафолли. Шлепанцы. Они дали мне 2 пары. Одну для дня, другую для ночи. Но я просто рад, что ты жив. О да. Я прекрасно провел время, но я очень скучаю по маме. А она по мне скучала? Я дороги почти не вижу. Да, конечно. Ты даже не представляешь, как. Джек, я так рад тебя видеть. Тебя тоже, дядя Артур. Вы поймали плохих людей? Каких? Тех на кладбище. Дядя Дач и папа Бронте мне сказали. Мистер Бронте? Да, я и твой папа с ними разобрались. Я ему говорил, что так и будет. Погоди, ты еще не видел новый лагерь? Опять новый? Там есть дом, правда, не такой хороший, как у мистера Бронте. Это хорошо. Сейчас приедем туда, умоешься и посмотришь все. О, я вчера мылся в ванне. О, ну это хорошо. То есть для пацана целое приключение в ванне помыться. Суровые времена, что сказать. Странно, почему он этого Бронте отцом называет. И нахрена это самому Бронте нужно? Они вернулись. Мне кажется, я вижу Джека. Эбигейл! Эбигейл! Мы нашли твоего сына. Мама! Он в порядке. Не волнуйся. Меня хорошо кормили. Итальянская еда. Ты когда-нибудь пробовала? Иди сюда, глупенький ты мой. Вы его нашли. Вы вернули мне сына. Да, Артур, спасибо. Спасибо. Я вот что думаю. Зачем авторитетному такому мужику, который явно связан со всем бандитизмом в большом городе, зачем ему кормить пацана
каких-то дворовых бородяг. Но какой-то должен быть у него с этого выхлоп. Но не стал бы он за ним так ухаживать. Тем более, пацан его отцом называет. Вместо Джона. Ну, как бы и Джона тоже, но все равно. Тем не менее, какая-то выгода у этого Бронта есть явно. Он что-то хитрит, падла. Но это все потом. Мой сын снова со мной. Джек, Джек, Джек. Как ты, парень? Я в порядке, спасибо. Теперь уже все хорошо. Эбигейл, я пойду играть. Ну и... Ну, мы пообщались с мистером Бронте. Он тот еще персонаж. Даже так? Ты когда-нибудь раньше видел тяжеловесов из Италии? Только в цирке. Ну, сейчас я тебе все о нем расскажу. Джон, а ты иди побудь с семьей. Артур? Спасибо. Ребят, нам предстоит работа. Интересная работа. Но сначала давайте выпьем. Мы привезли Джека. Ну, слава богу, мальчик спасен. Спасибо, Артур. Я даже не знаю, как это выразить. Спасибо. Я понимаю. Давай. Как Дач сказал, побудь с семьей. Дач повелся на какую-то шнягу, которая Бронте, пока они сидели там, бухали, которую Бронте ему затер. И он вслепую решил, короче говоря, чуть ли не жертвовать всей бандой на предложение какого-то незнакомого ему бандита. Ну окей. Имейте в виду, короче. Вот так вот поворачивается сюжет. Доля банды, ну, моя доля $112, короче, как обычно. Сейчас все побухают и, наверное... Я так понимаю, сюжетных миссий пока не будет. Вообще сейчас, наверное, никаких миссий не будет. Надо типа пьянку посмотреть. Да? Угу. Выходим. Пацана, конечно, тоже надо было как-то спасать, но дело в том, что вестись на какое-то странное подозрительное предложение у подозрительного бандюги, ну такое себе удовольствие. Но Дач повелся. В принципе, он в этом немного глупец. Давай присядем, послушай. Мужик аккорды не переставляет. Я как человек, умеющий играть на гитаре, всегда замечаю такие моменты. Почему? Просто обращаю всегда внимание. Ага. Короче, пьянка, вся фигня. Может, покемарить пойти? Пускай они тут бухают, короче. Поставим новый день, короче говоря. Спальня на втором этаже или на первом? Патроны на втором. Спальня тут. Да? Есть. Давай. Уйти. А почему не спать? Это записка еще. Посмотреть. Скорее всего, наша благоверная тут записочки оставляет. Да? Нет, слушай, это вырезка вообще с газеты. Ну давай прочтем. Преступники сбежали из тюрьмы в
Вчера средь бела дня двое преступников сбежали из тюрьмы Кеттеринге, штата Огайо. Дач Вандерлинды и Хозия Мэтьюс были арестованы после серии мошеннических операций, которые произошли в городе за последние несколько недель. Эти люди утверждали, что занимаются международной торговлей, и выманили у 12 местных жителей приблизительно $300 в обмен на акции несуществующей португальской судоходной компании. Пока не ясно, как им удалось сбежать. Шериф Кармайкл, которого нашли в их камере голым и связанным, отказывается комментировать произошедшее. Он сказал лишь, что ему очень стыдно. Эти двое все еще на свободе, и все, кто обладает сведениями об их местонахождении, должны немедленно обратиться к представителям властей. Это все, да? Понятно. Что сказать? Дальше бандит. Он поступил как бандит. А спать, короче, я не знаю, у меня не получается. Он просто к ней подходит и тупит. Хотя, по идее, это его койко-место. Шли на улицу тогда. Не знаю. Может, с пацаном надо поговорить? Нет. Все, что мне надо, это просто... Таити, мой друг, Таити. Как скажешь. Манго, служанки, рай, нетронутый рай. Надеюсь, что так и будет. Вера, Артур. Обрети хотя бы немного веры. Даже вечеринка, веселись. Да, только что решил несправедливо, и во время казни начались беспорядки. Меня решили линчевать. Ладно, а как задание-то какое-нибудь? Ну, хоть какое-нибудь дайте. А раз спать не получается, то давай чем-нибудь займемся, я не знаю. Но заданий-то никаких. По идее, надо бы дождаться рассвета, по идее, а не бухать перестанут. Вот там костер горит. Давай попробуем возле него щемануть, как бы. Может быть, так получится. Сесть. Ну, допустим. Уйти опять. Ну, задание по-любому появится только на рассвете, но почему-то он спать не может. Верно. Давай выйдем из лагеря. Сколько до утра еще? Время 3 часа ночи. Ну да. Очень плохо видно туман и так далее. Давай обратно в лагерь. Мы, наверное, сейчас перекурчик сделаем. Как раз у нас 3 часа ночи. Я просто из игры выходить не буду ставить ее на паузу. Как раз в игре бахнет утро. Пока у нас на стриме перерыв. По крайней мере, я здесь в лагере в безопасности точно. Давайте, ребят, короче, там перекурчик. Парам-парам-пам-пам. Ну так. Угу. Игру все равно придется ставить на паузу. Ладно, сейчас подойдем.
Продолжаем разговор. Ну что, задания-то хоть появились какие-то? Сколько времени вообще? Прежнему 3 часа. Серьезно? Почему времени не прошло никак в игре? Я минут на 5, наверное, ну на 3 минуты точно отключался. Но время никак не двинулось. Ну давай поболтаем. Все бухают, окей. Наш сильный молчаливый мужчина. Это я еще пьяный. Да отвали от меня, женщина. Че я обозвал? Козлом чванливым. Успокойся, говорит мисс Карен. Да, ты пьяна, идите спать. Давайте всем спать. Что-то в игре странно, но ничего не происходит. Может быть, здесь моя спальня? Ну да. Ящик оружия, гардероб. Да-да-да. Спальня здесь, а не на первом этаже. Спать. Давай на утро. На день, точнее. Вырубимся. Там и задания появятся. Эти игрушки, вся фигня. Все, вот и задания нарисовались. Вам пришло письмо, вернитесь в лагерь, чтобы прочитать его. Вот это письмо. Почему быстрое перемещение? Блин, ну я не знаю. Оно лежит прямо на карте. Я не знаю, как взять. О, письмо теперь осмотреть можно. Мой милый Артур, надеюсь, у тебя все хорошо. Я хотела поблагодарить тебя за помощь Джейми. Они с папой по-прежнему спорят, но, насколько я понимаю, Джейми собирается вернуться в колледж. В любом случае, я верю, что ты спас ему жизнь, и за это мы все очень благодарны тебе. Ох, Артур, я столько раз выбирала не ту дорогу. Почему я не могу измениться и стать такой женщиной, какой хочу быть? И почему ты не можешь стать настоящим мужчиной и забыть обо всех фантазиях, которые вскружили тебе голову? Жизнь сложная штука, и я не очень-то хорошо в ней разбираюсь. Что тогда советы даешь, раз не разбираешься? Боюсь, мы снова угодили в неприятности. В этом нет моей вины, но мне нужна твоя помощь. Я остановилась в отеле Гранд в Сен-Дени. О, Артур, я знаю, что не должна тебя об этом спросить, но мне больше некому обратиться. Умоляю тебя, ради всего, что у нас с тобой было, хотя мне и стыдно это делать. Искренне твоя, Мэри. Угу. То есть ты, говорит, не мужик, но помоги мне, а? Ну что тебе стоит? Падла какая. Такая хитрая женщина. Ну, естественно, Артур как кукол поведется на это дело. И пойдет ей быстренько помогать. Так, Ленни. Грабить дилижанс. Нет. Не будем мы это делать. Я думал, ему бабки надо отдать, но нет. Здесь мне не предъявят то, что я там какой-то долг не вернул. Давай, что там у нас по заданиям? Побочек тут нету, основной только сюжет.
Угу. Вот у нас, короче говоря, появился профессор с электрическим стулом, часть 7. И здесь у нас Мэри Линтон, моя тёлка, собственно, сюжетная. Мэри хочет поговорить с вами. Еще что-то есть, кроме Хозии? Нет. Поэтому мы письмо попозже сделаем. Давай сейчас мы двинем к профессору разбираться с электрическим стулом. Don't mention it, Miss Grimshaw. You're a fine man, Mr. Morgan. Sometimes at least. Че, садись на лошадь. Thank you. I think. Да. Блин, ты отпустишь меня с этим диалогом? Понятно. Что-то она подзатупила, короче. Этому Гримшоу это тусуется. И дальше со своими диалогами тупорылыми. Ну, естественно, там, естественно, все благодарят. Какой ты крутой, там, Артур, спасибо тебе. Там. Окей, не благодарите. Нас сейчас интересует профессор. Кстати, вон еще одна побочка появилась за художником. Но мы еще не закончили квест, 7-ступенчатый квест с профессором. А по идее, насколько я помню, просто подойти и посмотреть на казнь. Как он клево сделал электрический стул. Если я не ошибаюсь, вроде так. Погоди. Я давненько не сохранялся. Потому что сейчас очень легко просрать лошадь. Лучше потратить 3 секунды, но быть уверенным, так сказать, в будущем. Снова тащимся в Сен-Дени. Сейчас только там у нас эти квесты будут. Но за них, по идее, должна даваться карма. Черт подери. Ну а чё, кто тут? Нет, так ты ничего не добьешься. Заткнись. Я знаю, как открывать сейф. Преступники, да, короче, пытаются взломать что-то. Я думаю, хрен бы с ними, да? Пускай они там своими делами занимаются. Они пытаются там, видимо, что-то обнести, не будем влезать в этот конфликт. Потому что может быть замес с мусорами, либо замес с этими 2 чуваками. Лучше выполнять более простенькие какие-то положительные дела. Интересно, будет ли плюс к карме в конце квеста с электрическим стулом? Вообще бы надо слушать и слезть. Возьмите брошюру и узнайте о нашем великом учении. Вот этот мужик говорил. Поговорить. Ну, допустим. Привет, мистер. И чё? Нет, слушай, это не он. Будьте внимательнее, бла-бла-бла. Кто-то вот прямо вот в этом саду про брошюры трещал. Вот этот. Незнакомец. Согласно великому учению нашего повелителя, эта страна наш рай, а 2 океана суть нашей панцири или панцири. Только здесь мы можем истинно проявить себя, только здесь человек находит свое место в раю. Вот, это чешуйня, понятно. Короче, сектанты очередные. Единственная истинная американская религия, единственный истинный священный текст ровно 100 лет назад был дарован нашему пророку свыше. Мистер. Здравствуйте, сэр. Могу ли я рассказать вам о чешуизме? Даже не знаю. А вы можете? Очень надеюсь. Это удивительная религия, которую один мудрый учитель открыл людям примерно 100 лет назад в одной не слишком далекой стране. Прошу, возьмите брошюру. Ну давай возьмем.
Великолепный выбор. Это религия спокойствия, созданная богами, которые понимают, что такое жизнь. Никакой жизнь могла бы быть, а какая она есть, со всеми ее страшными опасностями. Но благодаря чешуизму жизнь может быть безопасна. Все это есть в этой брошюре. Я вам не наскучил? Самую малость. О, прошу прощения. Прекрасного дня. Никак это не повлияло вообще. Ну, я просто взял брошюру, в принципе. На что я рассчитывал. Ладно. Может быть, этот чувак мне потом встретится. Давай лошадь позовем. Чтобы она далеко не уходила от меня. Подайте милостыню слепому. Давай, не вопрос. Давай, денег. Здесь есть кто-то? Здравствуйте. Вот, держи. Благослови вас Бог, мистер. Вы просто святой. Да, сэр, в мире должно быть больше таких людей, как вы. Храни вас Господь. Сейчас он, по идее, должен встать и пойти как зрячий пешком, но на своих ногах. Нет, слушай. Ладно, ну хотя бы плюс к карме. Спасибо и на том. 50 центов это как бы вообще не деньги. Ради такого дела. Карма тут довольно-таки нечасто плюсуется. Так, вот он, профессор. Вот он уже начал свои деяния. Yes. Он там прям в предвкушении. Угу. А че ему маску на голову не одевает? Ну-ну. Скоро вас оставят земные заботы. Успокойтесь. Дышите глубже и покайтесь, ибо вы отправляетесь в лучший мир. Леди и джентльмены, узрите. Спокойное прекращение жизни этого человека. Та-дам! Как-то медленно у него разгоняется набор массы электричества, ну в смысле напряжения. Невероятно! Он уже почти мертв. Так гуманно. Да не работает твой автомат как надо. Чувак мучается, и все на это смотрят. Да. Ученый обосрался, короче, в этом плане. Может быть, его жизнь не была бурной, но его смерть безмятежна. Прошу вас, застрелите меня. Пожалуйста. Я вот не знаю, стрелять в него или нет. Что ж, как по мне, не особо-то гуманно. Мне кажется, вполне неплохо. Угу, тот чувак, короче, не надо в него стрелять, он и так умер. Вот такая вот казнь, короче. Задание выполнено. Я говорю, тут просто подойти и посмотреть. Давай дальше. Дальше это по сюжеточкам, точнее по побочным миссиям. Это у нас кто? Путь художника. Давай, художника забацаем. Потом к бабе своей пойдем. Шаманать ученых и его экспериментального его чувака мы тоже не будем. Это чревато последствиями. Так, надо как-то сюда забраться на второй этаж. Как это сделать? Райончик-то знакомый, да? А где вход? На лестнице? Блин, устроили Assassin's Creed.
Ищите Шарля в галерее. Точно. Примерно что-то такое я припоминаю. Мы на выставку пришли. Но на вкус слишком современно. Mr. Chardonnay, he's Мужик, короче, постоянно тёлок голых рисовал. Тут одетая. Жоп, сиськи, все нормально. Подобная манера живописи повергает в растерянность. Греческая, ну ладно. Взять бренди. Да давай, наверное, да? Это можно, это бесплатные напитки. Нет. Утащи, утащи. Сам художник, менеджер. Да нет. Нельзя сюда заходить. Напугали привратника. Зашибись, чё. Надеюсь, контрольная точка была прямо в тот момент, когда я заходил в здание. Ищите Шарля в галерее. А я уже не знаю, куда мне можно, куда не можно заходить. И на первый этаж. Нет, ну на второй, значит, пошел. Галереи. А где его галерея? По идее, галерея должна быть на первом этаже, где все люди стоят. Да. Буду так. Значит, его надо найти в толпе. Артур у нас бегать не умеет. Придется медленно, медленно обходить все, пока мы не найдем того самого художника. Вот он. Ну, вот он стоит. Mr. Chardonnay, he's just Look at these idiots. Посмотри на этих болванов. Мистер Шанте. Excuse me, Простите, мистер Шанте. Chardonnay. Couldn't you have painted some Неужели drawers нельзя on было her? нарисовать на ней панталоны? Мадам, я изобразил ее в естественном состоянии. Вот такой она была и такой прибудет в раю. There's nothing natural Не вижу в about этом that. ничего естественного. Одежда – это цивилизация. Угнетение, смерть. Быть нагим значит быть свободным, невинным, живым. Как сказал Будда, у нас у всех один удел – трахаться. Ну, это объясняет упаднические нравы этих... Эй, тут нарисована моя жена. И на ней только нижнее белье. Генри, это твой зад? Why would you be showing it to that man? Зачем ты показывал зад этому человеку? Это же моя мама. Прямо в чем ее мать родила. Хватит глазеть на ягодицы моего мужа. Хватит глазеть на мою маму. Ну, может, ей не стоило оголяться? Отвратительно. Как ты смеешь? Ну все. Come on, Mildred. This is no place. Сейчас как все подерутся. You filthy Ах ты мелкий паскудник. Беги, художник сраный. Идем. Эй, я покажу французик. Эй. На тебе. Все? Надо еще троих уработать, что ли? Грабить мы, конечно, никого не будем, но ухо надаем прилично всем. Блин, а с двумя, кстати, тяжеловато биться. Ну, давай. Удар, удар. Странно, я ставлю защиту, но они мне пробивают. Вот такая вот выставка. Все передрались. Так, где шапочка-то моя? Во, моя шляпа. Художник у нас спрятался, короче. Быстренько удрал, чтобы по щам не получить. Какой хитрый человек. Понятно, такие вещи нарисовать. А балаган наконец-то закончен. Вперед, я знаю, где могу переждать несколько дней. Так, ну мы сейчас, скорее всего, идем. Нам сейчас, скорее всего, надо будет его куда-то отвезти в безопасное место. Делов он тут натворил, конечно, полным-полно. Искусство, что сказать? Не каждому дано подобные вещи понимать. Что скажешь про выставку? Скучно же никому не было. Это точно.
искусство должно быть испытывать людей, провоцировать их. Я считал себя самозванцем, годным только кисти переводить. А теперь в этом засомневался. Мы ведь будем в людях что-то там. Если ты продолжишь их так будить, во всех твоих холстах будет дыра величиной с кулак. Да, верно. Я же тебе говорил, обосранец. Говорил. Еще какой. Только теперь тебе лучше побыть засранцем где-нибудь в другом месте. Верное решение. Сиськи-письки рисовать, конечно, это здорово, но это чревато последствиями. Мы на месте. У меня тут есть знакомая, может она разрешит проблемы мои. Тот рисунок, что я тебе подарил, когда-нибудь он будет чего-то стоить, я уверен. Возможно, но сейчас я смогу за него получить разве что удар промеж ног. Веселый ты парень, надеюсь, мы с тобой еще увидимся. Ангел мой, пташка моя, это я. И снова пошел блудить. Блудить и косячить. Задание выполнено. Путь художника. И сдается мне то, что мы еще как-то будем с ним пересекаться. То есть, типа, я с ним не последний раз вижусь. По-моему, мы как-то еще с ним встретимся. Это типа тоже многоступенчатый квест. Да, секундочку. Давай, к телочке своей сходим. Мэри Липтон. Линтон. Липтон. Сорянчик. Технические неполадки. Насколько я помню, вот именно задание с этой Мэри, по-моему, вообще как бы нужно просто ее погулять, так сказать, сводить. Артур! Артур! Он наверху. Наверху. Ты пришел? Да, я пришел. И что тебе нужно? Подожди, я сейчас спущусь. Че встали-то? Давай валяться. Зубы почистил, угарно. Прям молодец. Артур? Здравствуй, Мэри. Ты пришел? Ага. Если ты зовешь меня, я прихожу. О, Артур. Что случилось? Папа? Твой отец? Кажется, я еще глупее, чем я думал. Умоляю тебя, Артур. Я знаю, отец не был добр к тебе, но ты же не можешь ненавидеть человека за то, что он любит свою дочь и хочет для нее жениха лучше, чем ты, чем я, чем тот, кто живет как ты. А у меня был выбор хоть раз в жизни. О, я знаю. Ты живешь по своим законам, но твои законы неправильные. А у тебя принципы лучше, Мэри? Джейми начал общаться с психами. А твой папочка лицемер, пьяница, распутник и картежник. Что? К этому тебя привела твоя непорочная жизнь? Ты умоляешь меня о помощи? О, Артур, будь добр ко мне. Прошу тебя. Мне жаль. То есть она предъявляет то, что ты, говорит, бандюга. Ты людей убиваешь. А у самой-то рыться в пушку. Батя алкаш. Брательник чуть сектантом не стал, мне его пришлось вытаскивать. Баба что-то туда-сюда носится, как курица с яйцом, переезжает в разные города, не знает, там пишет про то, что она запуталась в жизни, а я, значит, бандит. Зашибись. Ты, говорит, чему? Ну, помоги мне, пожалуйста. Вот так, такие дела. Нужно было обратиться к кому-нибудь другому. Так и обращайся, нахуй. Но у тебя нет других знакомых, которые так хорошо умеют пугать людей. Артур, я же любила тебя. Ты это знаешь. Знаю. О, Артур. Мы были так молоды.
Подумай, какой стала бы наша жизнь. Think about it. Да, я думаю об этом. A lot. И немало, но It all seems so это уже кажется таким далеким. far away now. Рис Ты 440. можешь мне спасти папу? Драфт. Здорово, Херес. Помочь Мэри, да? Come along. Ты, говорит, чмо, мудак и Рис все такое. 444. Дрова. Да. Очпятка, да, первый раз было. Такое бывает. Ты, говорит, чмо, ну помоги мне спасти батю. Вот как это работает? Почему он ведется на такую хрень? What's the old lovable Как вам patriarch поживает up ваш to милый now? патриарх? Oh, Arthur. О, Артур. Сарказм тебе не к лицу, ты же знаешь. Он играл в карты, пил и много еще чем занимался. О, грязный ублюдок. О, действительно. We find him. Где мы его найдем? Он сказал, что пойдет к конюшне Теодора Экхарта. Упоминал про какую-то лошадь. Конюшня там, где склады, на самом берегу, рядом с Come депо. on then. Ну идем. Не будь таким напыщенным ослом. Тебе это не к лицу. Может, тогда твой папа им будет? Оставь папу в покое. Он так настрадался. Ну, наверное, это должно быть меня утешить. О, Артур. Надо было все-таки тогда с тобой убежать. Рис Ну, 440. ты не убежала. Нет. Сколько Red Dead Redemption 2 весит? По-моему, 70 гигов. Что-то такое. Да, вроде 70. Ну, не знаю. Поехали алкаша этого спасать. Худого там где-нибудь трется в подворотне. So what do you Плюс think карме. И что, по-твоему, он затевает? Даже не знаю. Но он продолжает твердить, что мужчине его положение стыдно ездить на какой-то старой кляче. standing? Его положение, да он на ногах-то с трудом стоит. Артур. Он не всегда был таким, но становится все хуже. Он пьянствует, играет в карты. Блядь, дайте проехать. Продает все наши вещи. И дружит с дурными людьми. Я боюсь за него. Не надо волноваться. Чтобы с ним не стряслось, мы найдем выход. Батя забухал, короче. И продает вещи. Оригинально как. Бесит меня по Сен-Дени, блядь, на лошади перемещаться. Постоянно какая-нибудь падла, но мешает проехать. Кареты. Движуха тут какая-то вообще жесткая. И не особо не разгонишься. Можно же какого-нибудь NPC затоптать, потом предъявят за это. Ладно, хотя бы тёлка на заднем сиденье угомонилась, и то спасибо. Болтать перестала. Кстати, вот и конюшня. Но, по-моему, там у этой конюшни отца ее нету. Мы сейчас его где-то искать будем. Вот это место. Ну, пошли разберемся. Если не ошибаюсь, я зайду и посмотрю, в каком он состоянии. Если я не ошибаюсь, в этой мече даже стрелять не придется. Sure. Хорошо. I'll wait here. Good luck. Я подожду здесь. Удачи. If you need any help. Если понадобится помощь, кричи. Очень смешно. С конюхом можно встречать. Вам нельзя здесь стоять. Street? Что? На улице? Да, на улице. Is it your street? Это ваша улица. Просто убирайтесь отсюда. Why? Почему? Я же сказал, просто убирайтесь отсюда. По щам, как он получил. Это напоминает мне охранников в этим, какого, которые там, ребят, масочки одеваем. Типа, блядь, покажите температурку свою и подобную херню. На, по щам сразу, и все. И все. Он сейчас остынет сразу же. Partner, Слушай, приятель, I'm waiting on the lady. я жду женщину. She's a fine lady. Хорошую женщину. She's just gone inside. Она только что зашла внутрь. I wasn't waiting on this Как lady. бы я ее не ждал, You'd be dead ай, already. тоже убил бы вас. But if you continue Но если вы будете и дальше меня to злить, irritate me, эти, сука, колено прострелят, I'll kill you. да я вас убью. А у дамы попрошу прощения. It's your call.
Вам решать. Я не хотел вас обидеть. Меня никогда в жизни так не унижали. Извинения приняты. Жди здесь. Еще немного, и я сам тебя убью. Daddy. No. Папа. Daddy, please Нет, о, come папа, home. вернись, пожалуйста, домой. Tired, Daddy, Папа, ты tired. устал. I am no Unwell. such thing. Ничего подобного. Отойди от меня. Сама иди I домой. insist upon it. Я настаиваю. Leave me be. Оставь меня в покое. Damn nuisance. Чертова зануда. Прошу прощения, Common приятель. as ever, I see. Я вижу, что обаяние он не растаял. О, Артур, ну явно что-то замышляет. Нужно за ним проследить. Пошли. Батя что-то как клоун вырядился, красный пиджак. Вообще не в тему, по-моему. This way. Сюда. По-моему, надо просто с ним поговорить. Arthur. Артур, назад, пока он тебя не заметил. А, я, видимо, слишком тороплюсь. He went around the corner. Он повернул за угол. Да спасибо, Кэп. Я видел. Hey, stop us. Эй, погоди, ты слишком близко. Следим за батей. Он бухой, нас не видит особо. Hold on. Погоди. You see why I asked Так вот почему он такого высокого мнения о тебе. We'll just follow the Мы просто smell. пойдем по запаху. Arthur. Артур, перестань. He just went between those. Он прошел между теми ящиками. Но, скорее всего, батя исчез, короче. Мы за этими ящиками его, естественно, не заметим. Без нашего суперзрения. Come here, quick. Сюда, скорее. Mind where you go. Смотрите, куда идете. Не издевайте. Как он ее прижал картинно. Как думаешь, он нас заметил? I don't think so. Вряд ли. Ну, тут прям показывают химию персонажей, чтобы ты переживал за их отношения. Там чуть-чуть я ты не засадил. Прям тут, в подворотне. Что вы мне сказали? Ничего оскорбительного. Сейчас я сотру эту ухмылку с твоего лица. Ain't you a little old? Ну, не старовато для этого потасовок, мистер? Иди к черту. Все, пойдем следить за батей. He's heading across the Он road. переходит через дорогу. Знаешь, это даже забавно. He'll hear you. Он тебя услышит. You could have cleaned yourself. Ты бы мог хоть немного почиститься? Realize I Не думаю, что мне нужно произвести на кого-то впечатление. Батя гулять пошел в разнос, он стопудово до ближайшего кабака топает. You're Эй, погоди, ты слишком близко. He just went left down that Он пошел по тому переулку, что он делает? alleyway. Let's go find out. Давай узнаем. Пытается последние гроши, наверное, продать ваши. Show you a good Больше не говори, что у вас не было романтических. Я просто рада, что ты здесь. А, он ее подколол, типа, только не говори, что у нас больше не было романтических свиданий. Ну да, вот свидание действительно романтическое, за батей следить. Мы в детстве такой херней What's he страдали. doing? Что он делает? What do you think he's doing? Что думаешь, что он тут делает? Ну, он либо ждет женщину сомнительного поведения, либо он пытается что-то продать. Ну что, Эштон, деньги у тебя? Кажется, он что-то продает. А брошь у вас, мистер Гиллис? Да. Yeah. Вот. Here's the money. Вот деньги. That is beautiful. Какая красота. Это фамильная драгоценность. Даже брошь моей матери. Any longer, Mr. Теперь у меня не будут, мистер Гиллис. Enjoy the money. Радуйтесь этим деньгам. А если они снова вам понадобятся, то я могу предложить вам кредит на очень выгодных условиях. No, thank you. Нет, спасибо. What happens to Я слышал, что бывает с людьми, которые берут у вас взаймы. Он даже не имеет права ее продавать. Это просто брошь. По крайней мере, он жив и здоров. Ты не понимаешь, мать оставила ее мне. Ты продал брошь моей матери. How could you? Как ты мог? Ты это воровство. Кстати, о ворах. I see you found your Я вижу, ты снова нашла своего бандита. Здравствуйте, сэр, как поживаете? Папа, как ты мог? Мэри, подожди здесь, я схожу за брошью. Don't hurt anyone. Никого не убивай, Артур. Теперь она меня подъебала. О, наверное, что-то там. Догоните покупателя. Он в переулок куда-то дернул. Мочить мы его не будем. Постараюсь пока. Эй, Эштон, а ну стоять. Мочить мы его не будем. Я не вижу Эштона этого. Проклятие, догоните повозку. Да зашибись, а где лошадь? Сейчас чувствую, бежать мы будем за ней далековато.
Остановите повозку. Давай, лошадь, догоняй. Догоняй, а то мы сейчас пустим этого козла. Гуляли по городу, пока лошадь не бросила нас. А теперь надо бежать. Ошибись. Ты меня слышишь? Останови чертову повозку. Лошадь, блин, где лошадь? Платва, что ты такая медленная? Она опять там стопудово где-нибудь в текстурах застряла. Я догоняю повозку на всех парах. Но лошадь меня не догоняет. Красота-то какая. Вот где эта кобыла сраная? Сейчас и задание будет провалено. Твою мать. Проблема этой лошади в том, что она постоянно где-то проводит свое время далеко от меня и не хочет. Все, и лошадь потерялась. Зашибись вообще. Где она? Пиздец. Пешком бы я эту повозку, ну, я бы тупо не догнал ее. Конечно, я понимаю то, что надо бы брать первую попавшуюся лошадь. Но хотелось бы на своей. Меня же сейчас могут предъявить за угон чужой лошади еще. Ну давай. Я не знаю, где моя кляча, почему она там тусуется и не может меня догнать, но теперь она, скорее всего, догонит меня. Останови, говорит, повозку. Короче, лошадь у меня обделена интеллектом. Ну, сейчас вот эта лошадь выдохнется, и все, и барсик. Чуть-чуть вот так вот. Когда-то же повозка должна остановиться, стрелять я по ней не буду. Нужна брошь, а не убивать людей. Наверное. Попробуем просто проехать, никого не убивая. Где моя кобыла сраная? Почему она не может догнать? У меня ж типа охрененный арабский скакун. Повозку догнать не может. Вот если бы я сидел на ней. Да, и пизда. Ну-ка, да. Выносливости, конечно, у нее вообще труба. А моя лошадь хрен знает. Но, наверное, в этом и заключается парадокс задания тупорылый. Догоните повозку. Да, блядь, мне бы кобылу нахуй надо быть свою. Как догнать повозку без лошади? Во, наконец-то появилась. Ты где, курва, пропадала? Дебильная лошадь. Десять лет нас догоняла. Вот как так? Ну, теперь без проблем можно повозку догнать. Очень хочется никого не мочить просто. Вот честно. Запрыгните на повозку, да? Двигайтесь к кучеру, используя, чтобы угнать повозку. Так, окей, никто не пострадал. Поезжайте в укромное место. Вообще знаете, кто я? Пока нет. Торгаш обычно. Скупщик краденого.
put you up to this? Вас Гиллис на это подбил, да? Определенно Гиллис. Сразу надо лошадь позвать, чтобы не было этого замеса. Давай, вот является вот этот пятак укромным местом. Блять, я в тупую, короче, просто проезжаю по нему. Давай вот так и сдадим назад, короче говоря. Вот, теперь назад, 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 назад. That brooch fair and square. Я купил, говорит, эту брошь, все честь по чести. Да, чувак, я к тебе вообще никаких претензий, ты просто мне эту вещицу отдай и все. И мы с тобой в расчете. Повозка крутится вокруг нужного мне квадрата. Заберите брошь Мэри у покупателя. Да, вытащи. Давай, выбирайся, говорит, отсюда. Или выметайся. Не трогайте меня. Это просто брошь. I want that brooch. Мне нужна брошь, которую ты продал Гиллис. Она не принадлежала ему. I bought it fair and square. Но я честно ее купил. How much you want? Сколько ты за нее хочешь? I guess I could. Думаю, я дам ее за $100. Только избить. Понизим цену, короче. 100? What do you За take? 100? За кого ты меня принимаешь? Ладно, ладно. I'm a reasonable man. Я человек разумный, скажем 50. Давай за 50. Не будем мы его мудохать еще. Бабки. Вот. Yeah, take the damn На, stuff. подавись. Crazy верни son брошь, of a Мэри. bitch. You don't know who you Гад ты психованный, ты меня не знаешь, с кем связался. Кто-то за это заплатит. Не вопрос. Заплатят. Как-то так. Я бы мог вообще, типа, поубивать людей, но тогда бы был минус карме. Кучера не виноваты. Ну или один кучер, он не виноват. Если мы его пристрелим, это по-любому минус карме. Можно было бы цену до 25 сбить, но полтинника не жалко, честно. Where's your father? Где твой отец? I don't know. Не знаю. You want me to go find Хочешь, him чтобы я again? снова его нашел? Not really. Не очень. Let's take a walk. Ладно, давай пройдемся. I'll take you to the trolley. Доведу тебя до Thank трамвая. you. Спасибо. Пошли, говорит, прогуляемся. Потрещим о былом. Yeah, Я got you your brooch back. добыл твою брошь. I won't ask. Я даже спрашивать не буду. Best not. Да уж, не стоит. Сказал бы хотя бы, что я никого не убил. Эй, What are you doing now? какие у тебя планы? Right this moment. Прямо сейчас. Почему ты спрашиваешь? Well, I was Ну, я подумала, может, ты хочешь что-то сделать? head to the theater, perhaps. Может, пойти в театр? Принимаю. В театре тоже будет интересно. Me? Театр? Я? Sure, why not? Конечно, почему бы и нет? Это будет весело, Артур. Пойдем в роллер. Там самые странные спектакли. Strangeness I can Со handle. странностью у меня нет проблем. Я вот с обычной жизнью не могу разобраться. Get a grip on it. Я тоже, Артур. Но как я по тебе скучала. Не начинай. Идиот. Но ты всегда будешь моим другом. I'm your friend. Другом. Конечно, это твой друг, но ты не всегда справедлива ко мне. Если бы я была хорошим человеком, да еще и справедлива к тебе, то давно бы тебя повесила. Ну, That's true. и то верно. Так что заткнись и веди себя как джентльмен. Или, по крайней мере, хоть раз в жизни попытайся. You're not a very Предъявляет на ходу просто. Вы не очень добрая женщина. Так посмотря на тех, с кем я общаюсь. Я знаю, это ужасно. Это так красиво. Только красота такая, кричащая и безвкусная. Другой я и не знаю. Спасибо. О нет, я... Не это имел в виду. Ну, конечно, дурачок. Идем искать наши места. How about here on the right? Может, здесь, справа? Давай. После вас. Причем вот это вот момент, он не особо является прям относящимся хорошенько к сюжету, но так, типа, побочка.
Но вот этот момент можно типа по-разному повернуть ситуацию. Смотрим. Сейчас будут фокусы. Будем сейчас еще к телке потихонечку подкатывать. Но она отошьет. Добро пожаловать и спасибо за эту овацию. Я Олдридж Т. Эббингтон. Величайший организатор представлений со времен самого Нейрона. Не сомневайтесь. Поддержка. Да, давай. В детстве, когда я бродил по улицам Сен-Дени среди куч навоза и даже не мечтал о том, что произведу в городе... Ну что, начинается или нет? Are you in a rush or... Не спеши, ты спешишь, Артур. Я даже не мечтал о том... Подготовьтесь к невероятному увлекательному представлению. Огонь, змеи и магия. Если у вас, как и у меня, врожденное отвращение к физическому труду, то я советую вам поискать счастье во всех 3 этих сферах. Но ведь зрелище — это дар, который позволяет вам пережить зиму гораздо успешнее, чем кладовка или погреб, набитый консервами. Вы видали? А теперь, леди и джентльмены, вашему вниманию предстоит поистине изумительный музыкальный номер. Мисс Робин Кокински. Канинский, блядь, Канинский. Робин Канинский. Сейчас мы сначала попробуем поддержать выступление, а потом будем к телке подкатывать. Я не знаю, предъявят ли мне авторские права за эту музыку. Если что, придется этот момент вырезать. Спасибо, что вы были с нами. Теперь поговорим о местечке, которое мы любим и зовем Сен-Дени. Выразить поддержку, да. Не будем никого злить. Ведем себя культурно, на культурном мероприятии. Они пришли из Роудса, Стrawberry и Валентайна. Она зацепила мое сердце. Добрый вечер. Здорово, Вольфорд. Они шли через болото, баню, через море шли. В конце пути нас... Ну, короче, я не буду читать перевод песни. Просто поддерживаем эту женщину, которая выступает. Как-то можно подкатить, по-моему, к нашей телке, но пока рановато. Пока хлопаем, веселимся и ведем себя культурно. Поддерживаем. С тобой хоть на край света. Носильщик пьян, а звонок звенит. Наш поезд едет в землю бездны. Ладно. По-моему, на следующем только выступлении можно будет к нашей телке подкатывать. Давай, поддерживаем. Это говорит что-то с чем-то. Охеренное выступление, конечно. Уху. Ну, кстати, почти тут полный зал. За мелким исключением аншлаг, я бы сказал. Там еще кто-то покуривает, что ли? А, нет. Это у нас прожектора дымятся. Пока не допоет, выступление не закончится. Можно просто покинуть театр и все. И сказать, то, что мне тут не нравится, давай уйдем отсюда. Но так же интереснее. Разрабы не зря все это дело прописывали. Поддерживаем. Канинский. Робин Канинский. Безукоризненно, идеально. Я вижу, вам понравился ее нежный голосок. Да, она подлинная звезда. И... заверяю вас, она может очаровать любого зверя. Заверяю вас, абсолютно любого. От таракана до касатки. Скорее всего, ваша мать говорила вам, что нельзя играть с огнем и проводить время в компании незнакомых женщин. Скоро вас ждет и то, и другое. Марис Антуанетта Сан-Северино. Сан-Северино. Вот это да. Но сейчас еще одно выступление. Короче, таких выступлений будет 3. Третий будет фокусник. Вот там прикольно, кстати. Там можно прямо на сцену выбраться.
О, чудес. Смотрим, смотрим. Мне это напомнило по атмосфере знаменитый танец Сальмы Хайек из фильма «От заката до рассвета» первое. You can see how this То, что будет, если что-то пойдет не так. Действительно. Надеюсь, она не станет подходить к занавесу. Поддерживаю. Я люблю погорячее. У него телка тут с правой стороны сидит, а он говорит, то, что любит телок покруче. Шикарно вообще. Не очень разумное решение, но ладно. Ничего себе. Как будто они там что-то такое удивительное делают вообще. Но не загорелось, и слава богу. Мне нравится. Она дама пылка. Я чувствую, он пощечину словит просто от таких высказываний. Давай дальше. Сколько, интересно, я тут заплатил за выступление? Никого мы злить не будем. Довольно-таки шумно в зале, кстати, ну, для такого выступления. Прям какой-то гвалт стоит. Типа не нравится народу? Они как будто возмущены. Но хлопаю. Значит, нравится. Давай. Поддержать уже пока нельзя. Я так понимаю, выступление заканчивается. Так, последнего. Сейчас будем смотреть фокусника. По-моему, он там будет ловить пулю. Грандиозное выступление. Давай, давай, сучка. Танцульки, вся херня. Давай, огненная дева. Давай, давай, бля, я верю в тебя. Выражаем поддержку. Здорово. Молодчага. Браво. Вот, и нашей бабе понравилось. Все выступление сидела, молчала, как сурок, потом браво, говорит. Молодец еще. Почему прожектора дымятся, я не понимаю. Восхитительно, очаровательно. Именно ее стоит привести домой и познакомить с мамой. Юморит, да? Поддерживаю. Говорят, во Франции есть такое заведение, где девушки танцуют на гиме. Я там побывал. Приготовьтесь узреть распутные бюстгальтеры Петит Фланео из престижного Парижа. Блин. А я думал, уже третьим будет фокусник. Я так понимаю, это кабаре? Да. Кажется, вот такие танцы кабаре называли. Совсем другое дело. Да, Артур. Давай поддержим. Прекрасно. Под канкан. Давай, и мужику тоже. Мужик молодец. Вот это было охеренное выступление, да? Просто супер. На тональность выше, канканчик. Поддерживаю, поддерживаю. Ура! А вы француженки ничего. Но он же не сказал, что это француженки. Да, мы поддержим. Мы поддержим. А до телки пока домогаться до нашей нельзя. Надеюсь, хотя бы он в конце вечера ее засосет.
Схватить за сиську, надеюсь, хотя бы. Поддерживаем танцовщиц. Сейчас смешно. Мужик просто пробежал вокруг наклонившихся баб, которые юбками трясут. Сейчас смеется. Никогда не понимал этот канкан, но это, наверное, из-за показанных панталон в то время это было очень смешно. По крайней мере, комично. Ну и зрелищно, естественно. Давай, поддержим. Ура! Вы такие молодцы. Неплохие панталоны. Телка с огнем хоть как-то рисковала. А эти, показывая свою жопу в трусах здоровенных, сорвали больше оваций. Ну ладно, это так работало, наверное. Показывайте попки. Ай, блядь, бородатый дурачуга. А что смеются-то все? Вообще, даже стоячие овации за показанные трусы. Охрененно. За стоящие здоровенные трусы. Овации. Пиздец. Ну ладно. Не понять мне ту эпоху, потому что я в ней не жил. Ну теперь-то фокусник, да? Чё-то мы тут засиделись, по-моему. Невероятно. Они прелестны, правда? Какие ножки. Любо-дорого посмотреть. Я измурен. Давайте еще. Каждое мое шоу поистине невероятное и впечатляющее. Я уверен, что вам понравилось. Спасибо. Мы, люди, плывем в едином потоке, и только такие яркие мгновения, как это, скрашивают нашу жизнь, пока не наступил вечный мрак и тишина. Так что спасибо. Чудесный вечер. Возвращайтесь завтра. А я рассчитывал на фокусника. Ну ладно. Благодарю за представление. По-моему, если тогда, значит, сюда еще раз вернуться, то будет представление с фокусником. Да, это было прикольно, говорит. Выходит. Так, вам нужно немедленно отвезти меня к трамваю, мистер Морган. Ну, конечно. Конечно. Очень нелепо. Но почему-то весьма забавно. Ага. У них такое приподнятое настроение после такого увиденного охрененного концерта. Что аж странно и не по себе немного. Моя жизнь не должна была. Артур, неужели уже ничего не исправить? Мэри, я врать не буду. Я в розыске. И если я... Всех близких мне людей тоже будут искать. Я не хочу тебя в это втягивать. Но все это подходит к концу, на этот раз точно. Давай сбежим, Артур. Забудь обо всем и сбежим прямо сейчас. Привет, да. Еще минут 40 будет идти стрим. Ну, как правило, у меня продолжительность стрима 3 часа 40 минут, примерно так. Я хочу так сделать. Больше всего на свете. Но у меня есть люди, которых я должен позаботиться. Когда они станут свободными, то и я тоже. Тогда я смогу исчезнуть. Но, Артур, если мы решим куда-то уехать, нам понадобятся деньги. Скоро они у меня будут. Я знаю, что ты не сбежишь. Но это красивая мечта. Очень красивая. Но я уеду, как только достану деньги. У меня были деньги, но потом один дурак оставил их в одном городе. Я не могу туда вернуться, но это совсем другая история. Я тебе напишу. Да. И уехала в закат, короче. Говорит, денег найди, а потом мы с тобой куда-нибудь свалим. Ну, естественно, окей, давай, я найду бабла, и мы уедем куда-нибудь в далекие края.
Все, задание выполнено. Окей. Позырили, короче говоря, представляем. Так. Теперь. У нас осталось единственное задание в лагере. Других я пока не наблюдаю. Я так понимаю, то, что это будет на сегодня, наверное, завершающее задание. Мы будем стрим заканчивать. Ну, посмотрим. Посмотрим, как карта пойдет. Где лошадь? Вечно она где-то теряется просто. Вот она где она находится сейчас? Она где-то пасется в городе. Ее зовешь, она тупо не идет. Видимо, Кепла твоя хотя бы позговорчивая в этом плане была. Ну, типа, не надо ее 10 лет свистеть, чтобы найти. Давай подождем. Она, походу, нет. Короче, она застревает. Она застревает где-то в домах и скакать вообще не торопится. Я уже 3-й раз с этой фигней попадаю во время прохождения миссий. Что, лошадь зовешь, а ее тупо нет. Ну все, с города выбираемся, тут можно уже притопить маленько. Я думаю, если я врежусь в телегу, то телеги не будет ни хрена, зато сильно пострадает лошадь вместе со мной. Поэтому аккуратненько, аккуратненько едет. Не деформируется. Получается, сегодня 2 раза было карма минус и 2 плюс, да? Даже 3, по-моему. Идем на положительную концовку. Прям стремительно, но не так, как хотелось бы. Я бы просто поднял сначала карму, а потом бы упускал ее по возможности. Это бандюги какие-то. А баба. Мистер, помогите мне, пожалуйста. Но она не похожа на бандюгу. Моя лошадь издохла, а я повредила ногу, но мне надо попасть домой. Да, да, конечно, помогаю. Буду рад, забирайтесь. Вы так добрый, мистер. Ну, ее, короче, скорее всего, в город надо в какой-нибудь отвезти. Надеюсь, нам будет... Нет, нам вряд ли будет по пути. Будьте любезны, отвезите меня в Лаграс. Я там живу, и там же живут мои родные. Поехали. Конечно, мне это, говорит, не затруднит. Обычно я не доверяю незнакомцам, не обижайтесь, просто не доверяю и все. Конечно, мэм. Я же не особо тоже им доверяю. Помчали, короче. Не буду я диалоги читать, она там просто будет его благодарить, какой-то клевый говорит. Спасибо, мне пригласились лошади, ну ладно. Потому что я одну бабу так и просрал, но я просто ехал, читал диалоги, врезался в ограду, и баба улетела на луну нахрен. И она потом подохла, и карма мне прилетела минусом. Я не хотел ее убивать, так получилось. Просто у нас великий Рокстар отказывается озвучивать свои игры. Вот приходится. Один глаз на субтитры, другой на карту. А желательно бы вообще еще и 3-й глаз иметь, чтобы смотреть, куда ты едешь в целом на весь экран. Поэтому хрен с диалогами. Просто дотащим ее домой спокойно, в целости и сохранности. Заработаем плюс к армии и все. Не более того. По-моему, вот в этой деревушке она живет, да? Да, Лаграс. Все, приехали почти. Ну вот, это здесь. Спасибо, мистер. Пожалуйста, примите это. Благодарность за вашу работу. Серебряный перстень с эмблемой плюс карма. Надеюсь, мне больше не придется садиться на этих проклятых лошадей. А чё полезло тогда? Ну ладно. Мне важно только карма.
То, что там бабло какие-то, бижутерию дают, это все фигня. Не принципиально, что там раздает. Все равно это все в лагере сдавать. Бездонную бочку. Кстати, вот здесь, по-моему, какую-то бабу еще украденную везли. Тоже в прошлый раз просрал. И мне сразу же автоматом карма минусом полетела. Какой у нас лес зловещий. По-моему, в этом лесу можно призрака встретить. Я знаю, что где-то на болотах, а где конкретно, не в курсе. Мне кажется, или радуга впереди? Начало вроде радуги. Как может быть радуга в тумане? По-моему, это невозможно. Окей. Я так понимаю, уже утро, да? Типа светать начинает? Или 10 вечера только? Непонятно. Мы к дому подъезжаем. Лошадки вон нарисовались. Случайно обретенные. Че, мне даже вообще такую лошадь не помню. Пятнистую какую. Так, давай, Хози. Артур, иди сюда. Сейчас подойдут, подожди это. Почему он не может в лагере бегать? Я думаю, это упущение. Поздороваться, да, Дасти. Хози. Артур. Идем. Если мы хотим попасть на вечеринку, то нужно привести себя в порядок. Значит, мы все-таки... Ага. Старина Дач Вандерлинде наконец-то проявил свою истинную сущность. Чистолюбец. Старый сеньор Бронте, этот подлый змей, пригласил нас на бал, дорогая Золушка. Поэтому я предлагаю подобрать для тебя платье. Сукин ты сын. Ага. Я думал, с Хози какое-то другое будет задание. Ну да. А ничего, накурены. Мы выглядим нелепо. Да нельзя. Я ни разу не был на балу. По правде сказать, я тоже. А я, напротив, частенько. Можно было неплохо навариться. О, нет. Никакого воровства по карманам. Мы здесь, чтобы наладить связи. Какого рода связи? Не знаю. Любые связи. Но я знаю наверняка. Мы отправляемся на вечеринку к мэру. И почетным гостем там главный жулик города. Мы определенно что-нибудь придумаем. Хорошо. Джентльмены, Лука. Боюсь, мэр не позволяет носить оружие на официальных приемах. После прошлогоднего инцидента. Логично. Лука отведет вас к мистеру Бронте. Мне кажется, он вас ожидает. За мной, джентльмен. Прикол этой миссии будет в том, что мы сейчас по стелсу будем действовать. Большинство времени. Сюда, пожалуйста, сеньор Бронте будет... Мы польщены таким приемом. Это чудесно, сюда. Это будет прекрасный вечер. Мистер Бронте, близкий друг мэра. Добрый вечер, Пьер. Сеньор Наполи? Ну, пока мэр себя хорошо ведет, понимаете. Мистер Бронте, у него есть этот, ну, вы понимаете, авторитет. Хози, Билл, вы идите к гостям. Встретимся на заднем дворе после того, как мы поздороваемся с сеньором Бронте. Когда закончишь, мы будем ждать тебя на балконе. А за каким слугой? Который вот туда пошел? Разве мне не говорили стоять на балкон? Идти на балкон? Они ж типа потрещать пошли. Ну, допустим. Так-то они тоже идут на балкон. Может, надо типа что-то подслушать.
Не совсем помню это задание. А, злые ковбои, вы прибыли. И вы даже помылись. Наверняка впервые за месяц. Вот это вечеринка. Да, это что-то. Хотя я точно и не знаю, что. То есть, это и есть высший свет Сен-Дени? Похоже на то. И все эти люди, ваши друзья, сеньор Бронт? Ваши друзья, сеньор Бронт? Нет, нет, не совсем. Но они, несомненно, меня боятся. Например, вот этот. Видите жалкую тварь? Это мэр. Анри Лемье. За деньги он готов на все. То есть абсолютно на все. Политика — грязное дело. А, да, он тот же. Альберто Фуссар. У него плантация сахарного тростника на острове. И он приезжает сюда, чтобы кутить и шляться по борделям. А это? А это вот Ховард Кроули, конфедерат. Во время войны служил майором. Говорят, был героем войны. А это его очень молодая жена. То есть молодая любовница. Так, это единственный порядок вещей. Это неприлично. О, краснокожие. У меня нет к ним сочувствия, потому что если ты настолько глуп, то их могут обмануть американцы. Значит, они получили по заслугам. Да, передай письмо мэру. О, да. Это меня спасет. А это Гектор Феллоус, газетчик-лицемер. Может, убьете его когда-нибудь ради меня? Но мы просто так никого не убиваем. По крайней мере, не за деньги. Я не знал, что вы настолько разборчивы. Что, не захотите помочь? О, я готов сделать все, что в моих силах. В пределах разумного. Я притворюсь, что понимаю вас. Сэр, я не хотел вас обидеть. О, я не обижаюсь, не обижаюсь. Все эти вульгарные люди, они меня ненавидят. Я мечтаю увидеть, как вы умрете. Ну, было приятно с вами пообщаться, но я гляжу, что вы очень заняты, и поэтому не буду отрывать у вас время. Да-да-да, идите, веселитесь, общайтесь с этим отребьем. Вы с тоской вспомните те времена, когда могли стрелять друг в друга и трахать коров на ферме. Это были деньки. До свидания, джентльмен. Но прежде чем вы уйдете, скажите, какие именно у вас планы? Мы не составляли определенных, но нам понадобятся деньги. Деньги. Да, конечно. Но деньги есть на трамвайной станции. Днем там собирается много денег. Я такими делами заниматься не могу. Но вы, как гость, да, как мой гость, сделайте это. Ладно, до свидания, джентльмен. До свидания. Завербовал. Итак, парни, несите хорошее вино. Мужичок-то охреневший, подъебывай. Господа, я провожу вас на вечеринку. Прошу вас, следуйте за мной. Я думаю, мы его завалим в конце. Этого самого Бронта. Уж больно он себя нагло ведет. Пытается подъебывать то, что мы дрючим коров, то, что мы нищие. А он очень крутой. У него до хрена связи. И мы работаем на него. По сюжету, судя, на кого мы работали, мы всех убивали. Все, кого с нами какие-то конфликты вступал, все были мертвы. Ну давай. Что, надо поговорить? Хорошо. Найди мэра, если сможешь, и не лезь на рожон, и ничего не кради. Кроме сведений. Конечно. Хози, ты найдешь для нас что-нибудь, что можно ограбить? Билл, ты поищешь для нас новых друзей. А я выясню, знает ли старик Корнелл и этот, как бишь его. Джентльмены, желаю вам, ну, короче говоря, всех по заданиям распределили. Ты, говорит, пойдешь воровать, ты пойдешь вынюхивать информацию. Кого мне надо, блин, я забыл. Мэра? Или мэра, или не мэра. Я не помню. Фердинанд. Нет, не Фердинанд. Ну, попробуем с ним поговорить. Мне вряд ли... Да, он не будет со мной разговаривать. Хотя...
Область поисков типа сократилась. It ain't complex, and only an idiot like you, buddy, would try to make it Все усложняют идиоты вроде тебя. Не буду отрицать свой идиотизм, сэр, но, возможно, сейчас не время для таких разговоров. Typical pansy. Типичный сопляк. Фердинанд, ты пьян. Я не пьян, дурак. But this man, Но этот человек не любит темненьких. You are pretty Ты drunk. здорово напился. What say you and me? Давай с тобой пойдем, остынем. За расизм его привлечем. Come on, sleep. Давай, it off. проспись. Я думаю, охранники помогут, да? Ладно, черт подери. Все, до свидания. Пойдем с мэром потрещим. Просто сядь и успокойся, досчитай до 1000. Потом можешь вернуться на вечеринку. Типа досчитав до 1000, он возьмет и отрезвеешься. Сомневаюсь. Люди не трезвеют так быстро. Спасибо вам, сэр. Всегда пожалуйста. Андрей Лемье. Надеюсь, вам пришелся по нраву мой званый вечер. Так, предположительно, неплохой у вас дом. Он не мой, а город погряз в долгах. Но это не значит, что мы не можем шикануть. Вы знаете Эвелина Миллера? Господи, писателя? Кажется, теперь нам придется иметь дело с общим полоумным пропоицей. Идемте. Салют. Красота-то какая. Господи, один восхитительный. Красота-то какая, лепота. Извините, пардон. Месье, пожалуйста. Знаете, мистер Корнелл был очень настойчив. Он несколько минут кричал на меня по телефону. Мистер Корнелла вместо головы, причем от дрянной лошади. Вы не виноваты. Это я дурак, что доверился ему. Я подойду через минуту. Хочу посмотреть на салют. Разумеется, он сказал, что кто-то что-то про Корнелла. Да. Выясните, в чем дело. Ага. Снова пойдем подслушивать, как бабулька. И заметно проследите за слугой. Странно, но я даже немножко помню его маршрут. Вас слуга заметит, если близко слишком подойдете. Да, он заходит. Там мы сейчас по лестницам, по аллее будем бегать. По-моему, даже кого-то придется завалить. Остался. Что-то в этом роде. А может быть, просто достаточно будет подслушать разговор. Вот этот. Так, тихо, тихо, тихо. Ну что ж ты развернулся-то? Все тихо. Все в порядке, дом под надежной защитой. Хорошо, у мистера Бронта есть привычка бродить повсюду и читать все подряд. Мы зорко следим за ними и его людьми. Спасибо, мистер Терапи. Угу. Он в дом пошел. Давай, догоняем. Письмецо надо будет украсть, по-моему. Вы обо всем позаботились? Телефон звонит, не переставая. Мэр сказал, что он все подпишет позже. Да, я что-то припоминаю такое, что надо письмецо у него со стола утащить. Он сейчас отвлечется, его положат. Мэри, найди и поколоти эту подлую тварь. В этом доме все должно быть на высоте. Извините, сэр, но вечеринка проходит в саду. Дом для посторонних закрыт. Надеюсь, вы понимаете. Forgive me. Извините, я не знал. Unaware. Уйдите из виду слуги. Так, давай туда выходим на улицу, чтобы он угомонился. Он ушел? Да, он ушел. По-моему, надо письмо взять. Он же там у вас-то? Нет, он его не забыл. Кажется, он пошел на... Нет, он служанку отсчитывает. Что так себе спрятался. Давай вот тут встанем. Это последнее предупреждение, мисс. Последнее предупреждение. А теперь убирайтесь отсюда. Мерзкий чувак.
Думаю, даже придется где-то заныкаться. Угу. Ящики стола, да? Могут и там храниться. Заберите бухгалтерскую книгу из ящика стола. Мне бы присесть. А ну норм, он вообще с комнаты вышел. А чё Артур-то не присаживается? Четная книга. Отмычка. Нахер, ножом все сломал. Mr. Leviticus, Мистеру Левиту Корнеллу. top secret, Совершенно секретно, конфиденциально. confidential. Very interesting. Очень любопытно. Тащи. И валим, да, отсюда, я так понимаю. Вернитесь к даче. Так, подожди, а смотреть письмо какое-то еще. Какое-то еще письмо тут. Не знаю, насколько оно полезное. Читать. Из мэрии Сен-Дени Леймон. Май 899. Весь город снова в долгу перед тобой. Я просто ошеломлен твоей щедростью. Твой великолепный подарок станет основным источником финансов для исполнения нашей мечты. Мы хотим основать в нашем городе университет с мировым именем. Сейчас мы собрали уже половину средств, необходимых для основания кафедры богословия и кафедры гуманитарных наук. Будущие студенты из Лемойна в долгу перед дальновидностью таких людей, как ты. Вечно благодарны тебе, Анри Лемье. Понятно. Денег мэр просит на развитие городка. Бюджета не хватает, либо просрал он его сам. Вот на подобные вечеринки. Все, по идее, надо выбраться на улицу просто. Угу. Find anything? Нашел что-нибудь? I think so. Похоже на то. Ничего. Мы зря теряем время. А может и нет. Артур? Джентльмены, больше нам здесь делать нечего. Ну все, валим. Что удалось узнать? Здесь, конечно, вращаются большие деньги. И кажется, я придумал, как нам перехитрить людей. Большой банк настоящий, но и сейчас. Городской банк, возможно, набитый деньгами. Если мы хотим отсюда уехать, то именно это нам и нужно. There's also that trolley car Кроме того, тут есть трамвайная станция, о которой говорил Бронте. and I heard about a high И еще, по слухам, тут играют в покер по-крупному. Ну же. Кстати, мы, по-моему, и банк обнесем. И там, где в покер по-крупному, на яхте, тоже придется нам туда сходить. Там будет большая перестрелка, я помню. Get in. Так, садимся и поедем домой. Мне никогда еще не было так неловко. Столько людей, и все они просто невероятно довольны собой. Весь этот высший свет, это дерьмо. Только вот что я слышу, это простая пытка. Но в этом все и дело, так? Let the people. Пусть эти люди сами себя мучают. Here's them Вот papers. бумаги, которые я нашел. Anybody see you take Тебя this? кто-нибудь видел? I don't think so. Не думаю. I might have an У меня idea. есть идея. Let me think on Мне it. нужно подумать. Короче, дача у нас как лидер пытается опять всех развести и получить с этого выгоду. Но, как показывает практика, не все хорошо у нас выходит. В интересные времена живем. Yes. Наверное. So what's next? И что дальше? Dancing lessons? Уроки танца, Deportment? хороших More манер, along the lines of скорее вооруженное ограбление. Hosea's handling Козя отправился к банку на разведку. He and Abigail Они gonna с run Абигейл some хотят провести distractions. пару отвлекающих маневров и посмотреть, как отреагируют законники. Хорошо. И еще я говорил, достойный человек. Это помогает тому индейскому вождю. Да, я тоже его встретил у мэра. От их лица он ведет в Сен-Дени переговоры с чиновниками. Мы можем ему позадействовать. Почему на пароходе так много денег? Очень много денег. Трелони пытается кое-что для нас разведать. Он сказал, что будет ждать его чего-то там. Одно большое дело, Артур, и мы уйдем отсюда. Мы почти едем домой. Where is home? А где дом? I don't know Я не знаю. exactly, Точно. but I can smell. Но мне так кажется. I'm gonna go investigate. А я this посмотрю, что trolley там с thing этими old Bronte трамваями, was про которые talking говорил about. старик Бронте. Okay.
Ясно. То есть мы сейчас будем готовить ограбление банка. Это раз. Потом нам нужно будет еще, так сказать, найти проблемную жопу там, где люди в покер играют. Чтобы и там тоже, говорят, сунуть свой нос бандитский. Чтобы и там тоже этих всех обнести. Но там будет жесткая перестрелка, я помню. Короче, как-то туда вот надо. Но, как говорится, это уже совсем другая история. Будем на этом стрим заканчивать. Всем спасибо за просмотр, спасибо за поддержку. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем удачи и пока.